Всем привет! Мы продолжаем проходить Days Gone. У нас по заданию, ближайшее задание, у нас починить трансформатор. Вот туда и пойдем. Есть охрененные товары. Ага, хорошо. Я уже все, что надо, мне купил. Так, давай, берем задание. Погоди, я Надо открою. выйти из лагеря. Эй, аккуратно. А почему? Ну, задание не берется. Ага, вот так. Хорошо. Поехали. Ну, все взяла. Ага, даже с запасом. Погнали. Сейчас на халяву прокатимся. А, я смотрю, ты оживилась. Это свечка, Дик. Чего? Есть поговорка. Чем проклинать тьму, лучше зажечь свечку. Последние 2 года мы только и делали, что ругались. Включим освещение в лагере. Это будет наша первая свечка. Да, только есть одна проблема. И какая же? Свет привлекает всякий гнус. И найти тебя становится куда проще. Приехали! А, уже все? Фрики! Зачисти заправку от фриков. не будет. Да ну, когда это нам так везло? Давай для начала мы их будем рубить. А там посмотрим. Только 3? Здрасте. Как ваше ничего? Все, кажется, всех уложили. Ну да. Всего-то 3 штучки было. О, подбирай. Помочь Рике залезть на столб. Вот на этот. Хорошо. Ну, чтобы все починить, мне нужно влезть вон туда. Ты раньше такое делала? Нет, но все когда-то бывает в первый раз. Ну да. Ну-ка, давай, подсади. Почему он сам не лезет? 1, 2, 3. Если Зачищать Рики. свалишься, я тебя не поймаю! Ну, спасибо. Буду иметь это в виду. Как малышня хорошо Чё, отлетает. трофей? С одного удара. Там одного подзаглючило даже. Черт! Шакалы! Сейчас! Я понял. Дик! Я пытаюсь! Ага, и мне достается. Вот так. Да, неплохо. Да, отвали ты. Вот малышня пристала. Я? Ну лезь уже! Еще один. Где еще малый? Готово! Наконец. Я спускаюсь! Ну надо же! Ага. Хотел трофей собрать, ну ладно. Было весело. Да, Согласен. Надо будет как-нибудь повторить. Скажу Шизу намотать тут колючую проволоку, чтоб шакалы не лезли. Да, и эту почетную задачу он повесит на меня. Потерпишь. Так, надо еще кое-что глянуть. Дальше, да, поехали. Подожди, подожди. Сейчас мы соберем немного трофеев. Хорошо. Уши есть. Давай мы починим до конца уже биту. Возьмем лом. Мгм. Надо бы проверить, насколько у меня хватает топлива. Надо заправляться или нет? То они же ничего не говорят. Слушай, вроде нет. Топливо. Понятно. Бесплатно едем. Ну,
Что? Откуда ты? Нетрудно догадаться, Дик. Ты потерял жену в лагере беженцев, к северу от Белнапа. И тут вдруг эти вертолеты появились. Ты надеялся на что? На чудо? Что она с ними? Вроде того. Но ее там нет. Нет. Мне жаль. Слушай, давай просто не будем об этом. Ладно. Все, что ли, обратно едем? Гидростанцию мы, значит, починили. Стол починили. Почти готово. Все, свет загорится. Отсюда у нас запитан весь комплекс. Я тут включила автомат, чтобы не закоротило. Я думал, мы тут вообще В общем, будем можем начинать. очень долго все делать. Ну все, слушайте. Давай, ура! Итак, у нас тяжелый месяц, да уже не один. Не хватает еды, медикаментов, да почти всего. Но кое-чего у нас в избытке. А без этого остальное считай бессмысленно. Я говорю о доверии. Не так давно в наш лагерь прибыли двое номадов. Кто-то хотел гнать их в шею, мол, и без них тяжко. Кто-то говорил, им нельзя доверять. Сегодня вы увидите подтверждение моим словам. Нам нужны все люди. Нам нужен любой человек, кто хочет быть с нами, кто хочет работать, кто готов помогать нам строить. Уже несколько месяцев Рики упорно трудилась, но задача сложна. Для нее одной. И благодаря Намаду сегодня у нее получилось задуманное. Все же мы не зря дали ему шанс. Сегодня мы сделаем еще один шаг из тьмы к свету. Спасибо! Спасибо! Вот это да! Эй, вы двое, у меня там бурбон припасен на такие случаи. Идем, надо отметить. Ну, тебе пора. Да. Пока. Ого, стоп. Что Да случилось? ерунда. Ну-ка, идем, Кэдди. Икон был прав. Если они включат свет, они же Ведь она на привлекут фотографии. других. Да, это моя жена. Глупый вопрос. Прости, Дик. Не извиняйся, она умерла уже давно. Все равно это тяжко, когда вот так появляется надежда, и тут... Не знаю даже, я бы хотела тебе как-то помочь. Есть способ. Какой? Замолчи, пожалуйста. Я так и знал, что она что-то подобное ответит. В целом уже полегче. Да, просто замолчи. Эдди? Эдди! Но свет горит. Да нет ее здесь. Эдди, ты тут? Ну, раздевайся. В каком смысле? Снимай шмотки, садись на стол. Да там ерунда. Дикон, ты хочешь как бухарь? Аргумент. Я, конечно, просто инженер, но это совсем не значит, что я не обработаю порез. Да, глядя на то, как ты любовно поглаживаешь все эти свои рубильники, так прямо и не скажешь. Вот сейчас, Ему рано забыли нарисовать. ну, немножко. Готов? Давай уже. Ай, блин, слушай. Серьезно? Нет, давай уж лучше дождемся Эдди, а? Потерпи. Ну, вот и все. Как маленький. Говорил же ерунда. Да, говорил.
Надо же. Ты правда был на войне? Да, и не на одной. Черт, точно. А это откуда? Афганистан или мотоклуб, или после? Я уже не помню. А это откуда? Рики, я слышал, что Эдди не любит всяких вольностей на своей территории. Да, я тоже слышала. Ну а это? Фу, Рики. Жизнь тут как тут. Так и он вроде как не особо женат. Ясно. Тогда давай ты придешь завтра, и Эдди тебе скажет, что я все сделала на совесть. Рики, Да все нормально. Рада помочь. Ты знаешь, ты как-нибудь зажги свечку. Иногда бывает очень темно и холодно. Какие у него намеки двухсмысленные. Давай, сейчас зажжем тебе и свечку, и все остальное. Так, хорошо. Где я оказался? В лазарет? Слушай, подожди, давай-ка. Я не знаю где. А, ну я в лагере. Выходим. Что это за домик такой? Я типа могу тут спать, походу, да? Давай для начала патронов возьмем. Я там немножко потратился. Потом возьмем другое заметил. задание. Как оно? а у тебя как дела? О, боже, Дикон, я слышала, что это ты включил освещение. О, Да-да, спасибо. не благодари. Да? Ну так тебе наврали. Это все Рики. Ее и благодари. Все. Рики? Да, всё, Я вали. готова ее расцеловать. Только... Эй, Не надо, заходи ты почаще. целуй. Мы Так, давай скучаем. поговорить с Эдди. Ага, это последнее задание, в смысле, из доступных. Потом начнут названивать. Давай, запускаем. Эдди, Дикон, чем могу помочь? я насчет Бухаря. Что с ним? Ничего, просто... Короче, он не болен, просто не знаю. Ну, я же говорила, привыкнуть будет тяжело. Препараты у тебя есть? Антидепрессанты или типа того? Нет. Вот тоже, да? Взяли моду. Чуть что, сразу антидепрессантов надо нажраться. Откуда? Ясно. Стой. Слышала, он в драку полез. Потому что какие-то сволочи убивали собак. Да, из-за этого мы с ним чуть не погибли. Ну что ж, вот тебе и ответ. То, что мы чуть не погибли? Слушай, что Уильям любит так сильно, что готов рискнуть жизнью? Собаку ему Ему подарить? теперь не тело лечить нужно. Ему нужно излечить душу. Понял. Спасибо, Эдди. Серьезно? Ему нужно излечить душу. Ну да, просто зашел, поговорил, вот тебе и опыта накислить. Хорошо. Но я, видимо, пока из лагеря не выйду, мне никто ни задание другое не даст. Ну, бак полный. Поехали, короче. Я не знаю, просто так покататься или возле ворот постоять. Эй, постой! Сейчас кружочек. Элкай, ты меня слышишь? Элкай, прием. Черт, кто-нибудь найдите его. Посмотрите у раскопа. Такер. Вот уж по кому я не скучаю. Так. У нее задание появилось, у Ады Такер.
Нет. Вообще карта чистая. Заданий пока не дают. Ладно, давай подождем еще. Сейчас, может, сообразят. Ну, давай на вопросик съездим. Вдруг работает. Заодно, может, и задание прилетит. Дикон, слышишь? О, вот и Да, задание. Эдди. Один из моих пациентов услышал, о чем мы говорили. И он вроде знает, где можно найти здоровую собаку. Я слушаю. К югу от Кэмп Шермана был небольшой пансионат. Бегай, скоро... Кучка хижин в лесу. Ты его знаешь? Нет. Это если ехать по Сантиаму, по той же дороге, которая ведет к лесопилке. И Рики сказала, вы с ней ездили туда, смотреть на Орду. Это когда вы поехали на целый день, типа к плотине. Да-да, ладно, я понял где. Сборище бродяг и убийц. Пристрелят и имени не спросят. А кого я тут спасал, а? Может быть, тот, кого я спасал, упал туда вниз? Ну, я не знаю, правда, что-то. 4 каких-то бармалея тут сидело, и потом вжух, их не стало. Все, больше искать никого. Ладно. Что там, куда нам надо ехать? Угу. Слушай, да я тут рядом. Все, больше заданий никаких. Ладно. По идее, через мост вроде как. Проверяем. Я же эту точку не могу отметить. Выбор задания. Все. Могу отметить. Найти здоровую собаку. А то у них, что тут у них, пёсий приют, что ли? Собаки. Собаки. Еще один лагерь мародеров. Да, я знаю, чем вы занимаетесь, уроды. А где Пес они? должен быть где-то здесь. Я вообще никого не вижу. Вот фрики идут куда-то, но они просто тут гуляют. А где мародеры? Иди сюда, псина. Где ты там? Я ее слышал. Она где-то рядом. Я вот ее не слышал. Вот она. А, вот в этом сарайчике. Здорово, чувак. А какой лагерь мародеров-то? Где вы мародеров видели? Я, может быть, их убил? Причем задание, правда, было зачистить. Зачистить лагерь от мародеров, но никого тут нет. Можно даже пострелять. Нет никого. Ладно, хорошо. Значит, я их уже убил. А как собаку вытащить? Ну что, тут сарай взорвать надо? Нет. Можешь пострелять в меня? Собака. Подожди. Еще как вариант можно попробовать ее взорвать. Вот так. Снайпер на дороге, черт! Какой снайпер? Я не понимаю, чего постоянно игра тут последние 10 минут игра чего-то видит. Каких-то снайперов, каких-то мародеров. Собака не работает. Что за чудеса?
прежде чем тут все взрывать. Давай попробуем залезть. Но, в принципе-то я крышу вижу. Через крышу будет не попасть. Но собака прям тут, она скулит. Не знаю, давай гранаты долбанем. Ты что, перезагрузимся? Хороший сарайчик. Кто его строил? Да не, просто задание не работает, игра заглючила. Давай попробуем отсюда. Сарай как-то должен был открываться. Если его уже граната не берет, то извините меня. Вот она. Все равно не работает. Что делать-то с ней? Вообще просто оправданий идей никаких. Как можно эту дверь деревянную вынести? Вы серьезно прикалываетесь, что ли? Мачете есть. Блин, давай ее сожжем. Дверь эту. Не то. Очень странно. Хороший сарай, правда. Вообще его ничего не берет. Найти мясо, чтобы выманить собаку. Блин, а что же я не заметил-то этот момент? Мясо найти. А, это нам нужны олени. Точняк, вот они там бегают. Ладно. Жалко, снайперку не взял с собой. Вон там как раз олень пасется, сейчас мы его грохнем. Аккуратненько. Где он? Он же только что тут был. А, он лежит, я его одни уши только вижу. Прикольно. Это здесь. Это здесь. Ну, куда? Я на верном пути. Как что еще можно с оленя взять? Шкуру. Свежее мясо. Все, пошли обратно. Будем Ладно. собаку кормить. Все, есть. Не, ну сарай просто удивительный вообще. Его нельзя взорвать, его нельзя сжечь. Автоматы не берет. Битой тоже его не разрушить. Вообще классно. И чего? Почему опять не работает? А, надо вот здесь встать. Там собака-то. Ладошка. Эй, дружок. Привет. Как поживаешь? Че глаза красные у него? Иди сюда. А, не Эй, коричневые. дружок. Привет. Иди сюда. Вот так. Привет. Целого оленя иди для сюда. такого щенка завалил. Ладно, 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 охренеть. Хватит. Хватит? Ладно, Хватит, ладно. будь по-твоему. Фух, ладно. Все? Руку свою Эй! отстегнул и спит.
А ну давай, просыпайся, лентяй. Я что-то не понял. Это что? Черт. Ух ты. Привет. Как дела, малыш? Эй, куда? Ну куда? Погоди, погоди. Откуда ты взялся? Я ни при чем. Да-да-да. Эй, ты пить хочешь? Давай. Нальем тебе воды. Хочешь водички? Ох, что-то его заглючило чуть-чуть. Все равно обижается. Ну и ладно. Мне еще доверие Майка Железного подняли. За что? Что я бухарю собаку притащил. Окей. Слушай, у него неплохой мотоцикл, я смотрю. По крайней мере, сиденье лучше, чем у меня. Слышишь? Надо встретиться. Слышу, да, чего тебе надо? Я занят. Слушай, я знаю, ты пытаешься помочь лагерю, а я хочу помочь тебе помочь лагерю. Я буду ждать тебя у дома. Конец связи. Помочь он Я хочет. же только мотоцикл Смотри свой мне. верну. Рад тебя видеть, Дик. Как дела, Бас? Заправляем. Черт, тебе нужны тонны топлива. Ну да, ладно. Вот и мотоцикл мой появился. А где он был, я не знаю вообще. Карта. Угу. Да и все, в принципе. Хотя, тут только лагерь этот отмечается. Ладно, я, наверное, уже туда не пойду. Смысл, потому что, ну... 4 человека сбегать туда убить, чтобы просто она красным не горела. Но не вижу смысла. Это Встретиться с точно. Шизом. Тут полная жопа. Ну, Еще всё, увидимся. вообще не пашет. Ага, мне наверх, да, туда нужно? Мне же к его дому надо. Я был в классе, когда... Ты понимаешь. Я работал в колледже. Такое ощущение, что он в подвале там живет. Тут проходов никаких. Да, слушай. Походу в Ну, подвале, я правда, нашел, живет. что хотел. Стой. Ну-ка, иди сюда. Шиза, в чем дело? Ты зайди внутрь, и я покажу. Вот мутный антип этот Шиза. Я подумал над твоей идеей. Завалить вход в ту пещеру на севере, чтобы орды перестали переть через наши фермы. И что? Все уперлось в то, что Майк не смог найти запальный шнур. Ну? Я знаю, где его взять. Сейчас за шнуром Вот пойдем. здесь. Ну уж нет. Знаю, что ты думаешь. Нет. Понимаю тебя. Это территория упокоителей. Когда я в прошлый раз туда Ты полез... добыл лекарство и спас Нет. друга. Добудем шнур, взорвем пещеру, бух, прощайте, фрики. Это же была твоя идея. Слушай, они перекрыли свою границу, они закрыли тоннель. Если я туда полезу, начнется война. Я понял? разберусь. И вообще, я пойду с тобой. Прикрою тебе спину. Ты только вооружись получше, хотя, если повезет, это не понадобится. Встречаемся здесь. Через Айрон Ридж есть тропа. Что? Вот Да здесь. что ты несешь? Поверь мне. Да ладно. Идем? Ну, до встречи. Конечно, идем. У них что, на такой большой карте нету ни одного места, где можно шнур поискать? 5 опыт накидывают. Хорошо. Могли бы с чего-нибудь другого его сделать, раз уж его так проблематично найти. Ну, не знаю, да хотя бы тряпку просто скрутите и все.
Детонатор. Да, блин, да мало ли из чего можно это сделать. Вот прям из одного шнура такая проблема у них вообще. Это странно. Как мы поживает патронов лучший докупим. охотник за головами? Не то. Блэр, как дела? Ага, ладно. Ага. Угу. Эй, Дик, Все, ты поехали. уж будь осторожен. Тут зима началась вовсю. Кстати, первый раз, Вот. не заезжая никуда, Пока. у нас на территории лагеря идет зима. А герой у нас так и не переодевается. Я все забываю посмотреть, где тут одежду купить можно. Я готов. Ты едешь? Место встречи помнишь? К западу от Милаквы-Лейк. Да, я буду там. Вообще без понятия, где это. Ну, сейчас найдем. Эдди, ты на связи? Да, Дикон, говори. Я подарил ему пса, и это сработало, как ты и сказала. Ну, я рада. Знаешь, ты хороший друг. Ему с тобой повезло. Такое ощущение, что они все возле радио сидят и ждут, пока я позвоню. Дик, это лагерь Лост Лейк. Ты на связи? Рики. Привет, Рики. Я тебя искала. Я включила электричество почти по всему лагерю, в том числе и в моей хижине. Молодец. Слушай, я... Я даже нашла исправный водонагреватель. Наконец-то нырну под горячий душ. Ага, хорошо. Зачем ты мне сам-то это где? нужно было об этом знать? Слушай, мы с Шиза, мы поедем искать запальный шнур для динамита. Ну, чтобы замуровать пещеры. Ну и где искать? Как мне игра? Отлично. Второй раз прохожу, не Что ты жалею. делаешь? А ты как думаешь? Немножко Мы глуповато зайдем из к ним задания. через черный ход. Ну, нормально. Пешком? Тут Ты не сказал, что пойдем пешком? скорее не то чтобы сюжет главная прям составляющая игры, а тут скорее геймплей. А ты типа хочешь погреметь там своим драндулетом? Ты прав. Эй, не ссы, мухой проскочим. А тут, кстати, уже в катсцене снега не было. О, Майк как все сказал, растаяло. Он послал Чудеса, тебя да на и переговоры только. с Карлосом? Старик тебе об этом рассказал. Так, что там надо? По-тихому, да, пробраться куда-то. Да, расслышал. Ну, наверное, ничего страшного, что ты знаешь, раз Да-да-да. ты и твой брательник теперь одни из нас. О, видимо, все прошло удачно, раз мы теперь можем спокойно зайти к ним, как ты сказал, через черный ход. Наверх куда-то надо идти. Переговоры-то нормально прошли. Для базара с обезьянами, которые обдолбались фенциклидином. Но знаешь что? Если нас сегодня не поймают, это перемирие может и правда останется в силе. Даже несмотря на то, что у нас вышла стычка с ними в Кэмп-Роук. Карлос сказал, это была ошибка. Какие-то отщепенцы. В общем, он сказал, это не повторится. И ты ему веришь. А какие варианты? Проходила Я ли я? просто шестерка Майка, как и ты. Просто некоторые даже вообще с ней не знакомы. Слышишь? Это странно. Да, волки. Думаешь, зараженные? Ну, сейчас узнаем. А раньше как ты перебирался? Тут была деревянная лестница. Ее шахтеры оставили. Или спелеологи. Давай, иди сюда. Подсади меня. Сначала ты лестница, потом он Ты лестница. готов? Потом вдвоем лестница. Давай. Есть. Руку-то Посмотри подать там, не хочешь? Может, найдешь ту лестницу. А я здесь гляну, наверху. Давай быстрее. Нужно успеть убраться отсюда, пока не рассвело. Оригинальный молодой человек сам забрался, а мне это... Иди, говорит, лестницу еще ищи. Волки! Берегись! Вот Вижу. пошел нахер. Бля, волчара какая. Сейчас будут волки. Ждем, ждем. Ну вот. Погрыз чуть-чуть. Херак ему в шею. А, в голову, да? Нет, в шею, слушай.
Ладно, будем биться тогда этим. Стрелять по ним не очень хорошо. На кого он там нападал? Все, это последний. Волков-то 3 Шиза. штучки. На меня иногда побольше, по-моему, Шиза, куда ты нападает. пропал? Погоди, сейчас. Пособираем волчатинки. Где-то еще. Вот еще один. И еще одного. Шкурку бахнем. Все полезно, все продадим. Голову береги. Ладно. Чью? О, лестницу нашел. Ты что, ее сам сделал только что? Лестница тоже мне. Так, ну и давай биту починим уже, раз так. А вдруг кто-нибудь еще решит прибежать. Я нашел у него в документах. Я уже проходил игру, да, один раз. Отмеченный труп Когда она местной вышла на инспекции. PS4. Он наверняка рад, что Вот ты тут роешься решил в его бумагах. посмотреть, как она на Если ПК не будет. узнает, то и не расстроится. На ПК лучше. Ну-ну. Короче, как видишь, тропа в плохом состоянии. На Так как PS4 она еще была человек такая, это. альденте. Слушай, что-то я припоминаю такое задание. А нет. Видишь? Вижу, пошли воевать. Костер упокоителей. Раньше такие видел? Нет. Они называют У это них масленица, собранием. походу. Я слышал, они там такое вытворяют. Ха. Давай обойдем. Даже смотреть неохота. Нет уж, давай посмотрим. Тебе что, жить надоело? Наоборот. Слушай, я хочу своими глазами увидеть, что у них там за ритуалы. Покойся с миром, покорись, вся эта хрень. Ладно. Но держись рядом. Если разделимся, нам кранты. Вот вообще мозг у них отсутствует, походу. Просто толпа фанатиков, да, пляшет возле костра. Пойдем, конечно, посмотрим. Также интересно, про что они там будут разговаривать. Серьезно. Ну, веди. По-моему, адекватный человек не должен так делать. Пройти шиза, если нас не поймают. Ага, по шухеру, короче говоря. На цыпочках ходил. Не знаю, я бы ворвался просто с 2 ног и весь лагерь бы перестрелял. Но у нас будет еще такая возможность. Не торопимся. Просто задание тогда Подожди. скинется и все. Наверное, больше всего ты стреляешь во фриков, ну, по игре. Мочишь фриков и упокоителей. Они сами себе режут. Знавал я одного парня, который прошел через такой ритуал. Он говорит, они сперва чем-то упарываются. Фенциклидином, что ли. Короче, боли не чувствуют. Но я видел пару раз, когда какой-то этот упокоитель бежал, что-то, ну, какой-то мешочек он достает, как-то его лопает и дышит этими парами какими-то. Порошок скорее. Фенциклидин вообще первый раз слышу, что за лекарство или что это такое. Странный какой-то препарат. Но главное то, что у него и у них этого препарата в избытке, раз они просто на всех хватает без базару, и все там просто упарываются люто в этой херне. Давай их обойдем. Откуда даже они его берут? Я не думаю, что он на газоне растет у нас. Ты когда-нибудь такое видел? Нет, такое нет. Я тоже. Вот поэтому лучше не высовываться. Если нас заметят, на всех у нас пуль точно не хватит. Да уж. Понял, принял. Ну просто у тебя этот, как его, задание провалится и все. Ну я, если что, он у меня. Пуль-то точно у меня на всех хватит. У меня с собой немножко автомат и немножко пулемет. Подходи по одному, вообще похер. И немножко пистолетов, даже патронов есть. Все, мы теперь не крадемся. Пройти-то тут надо было тоже. Мог бы я один сходить вообще. Пригнись, пригнись. Черт! Надо уйти от дороги. Да. Так, обойдем стороной. Ты знаешь, куда идти?
А как же? Да мутный этот шиза, ну серьезно. Вот просто включить мозг, Дикон. А Что ты за уверен, что хрень? нам сюда? Зачем он с ним А идет? что? Я здесь часто проезжал, еще давно. Что? Здесь моя жена работала. Тут была лаборатория. Просто, ну, очевидно, то, что он сначала к тебе хреново относится, как только вы пришли в лагерь. Он продолжает хреново относиться, он против тебя какие-то там заговоры строит, там еще какой-то херней страдает. И тут ему какой-то шмурдяк впаивает, короче говоря, и этот прется вместе с ним прямо в лагерь, в центр лагеря, вот просто в толпу. Никому даже не сказал ничего. Вот если сейчас Дикона просто, ну вот если так, если на жизнь перенести вот этот момент, а, просто Дикона убивает он, и все, и нет человека, и никто искать не будет. К востоку от Айрон Бьют. Короче, я сюда ездил. И точно знаю, что транспортный комплекс в той стороне. Пойдем дальше. Сам увидишь. Нам сюда. Тоже странная вещь. Елка маленькая, а шишки просто, я не знаю, с голову человека просто. Вот сосна еще. Там шишечки-то должны быть, ну я не знаю, по крайней мере я у нас на севере тут привык. Шишки, ну 3-5 сантиметров максимум. А тут они, не знаю, просто с щенка размером. Еще один лагерь, да? С левой стороны вещает. Такое. Упокоители дудят в эти штуки, чтобы привлечь фриков. Идем. А зачем они дудят? По-моему, у упокоителя не самая важная вещь сдохнуть от фриков. Что творят? Ты почувствуешь боль. Черт. Угу. Ну, жертвоприношение вообще. Короче, Стой! Стой! Нам только войны не ну хватало. давай-ка ты лапу уберешь. Господи. Кто-нибудь, помогите. Идем. Чё они стоят? Отсюда. Нет уж, мы не оставим ее фриканам. Что? Стой. Я сказал, мы ее не бросим. Ты забыл, зачем мы сюда пришли? Короче, я понял. Ладно. Так, Держу. Я держу. А чё она орёт? А, они ноги порезали. Видимо, чтобы она кровью... А, они переломали Она все. сама шагу не сделает. Да. Открытых 2 перелома берцовых больших Ты костей. знаешь, что делать. Идти надо. тихо, милая. Слышишь? Все будет хорошо. Сейчас все пройдет. Не бойся, сейчас все пройдет. Не бойся. Сейчас все пройдет и все будет хорошо. Не бойся, милая. Драматичный момент. Очень жаль, конечно, девушку. Да, но... Я не знаю, взять ее на плечи и бежать с ней от фриков толпы. Только так. В принципе, они могли бы попробовать. Все нормально? Могли бы нормально. попробовать. Ты правильно поступил. Перестань, а. Нам всем приходилось. Хватит.
То, что эти упокоители призвали толпу фриков, ну да, слышно то, что они шумят, но не факт же, что они прямо сюда бегут. Не знаю. Я думаю, был все-таки, конечно, резон тащить ее на себе, тем более вдвоем. Что? Блин, да что теперь-то? О. Орда, твою мать. Да не, это не Орда. А кто ж тогда это? О чем я и говорил, то что в принципе вот в течение игры Дикон, ну Дикона не позиционирует прям как совсем положительного персонажа. Это, скажем так, такой человек, который действует в принципе, ну, в угоду событиям, как бы. Местами он не очень хорошо выступает. Ну, короче говоря, как бы, ну, не Человек-паук, допустим, знаешь, так сказочный. Ближе такой как-то к настоящему, что ли, человеку. Не знаю, как объяснить. Но некоторые поступки его как бы не красят далеко. Упокоители. Давай, пошли, пошли. Кстати, у нас упокоители как эти. Как Они фрики, на всю правда, голову больные. перемещаются. Ты видел их лидера, Карлоса? Нет. Он из них самый страшный, весь в шрамах, на спине, на руках, на ногах. Я поэтому и говорю Майку, с этими психами невозможно жить в мире. Я тебе сказал, я против Майка не пойду. Ну, тоже, в принципе, странная идея. Попытаться Должен быть другой мирный договор заключить Подожди. с этими с Давай, упокоителями. сначала осмотримся. В каком смысле? Мы Ну, же как не с знаем, аборигенами, что я не там знаю, внутри. пытаться Давай договориться. поглядим. Может, найдем что-нибудь. Да, ладно, Только давай. эти упоротые Почему бы и вечно. нет? Пройдись тут, может, что и найдешь. Что надо искать? Войдите в здание транспортного комплекса. Что скажешь? В эту дверь? Не знаю. Стоп, тормозни! Ты же не знаешь, что там. А ты ори погромче. Мы точно оба узнаем тогда, что там. Сейчас ночь, там никого не будет. Да Не точно. А чё он кричит? Только пистолет мы, Я его не наверное, видел. оставим. Даже опомниться не успел. Все-таки с пистолетом, ну, экономнее, что ли, выходит. Брать нечего тут. Ну, заправляться мне не надо, я даже не знаю, где мой байк, он очень далеко. Ага, такое бывает. Патроны. Ну да. Оп. Слушай, я перед тобой в долгу. Серьезно. Да ладно. Давай, заберем шнур и свалим отсюда побыстрее. Тут, по идее, должно быть много народу. Ну-ка, помоги, здесь можно пролезть. Чё-то я сомневаюсь. Давай. Ну, ладно. Я не очень-то хорошо помню это задание. Я помню, что тут... Ну, я помню вот эту локацию, но не задание. Что за хрень? Что тут будет происходить, не помню. И мы туда полезем? А есть выбор? Ты готов? Тяни. Пролезай, я подержу. Не, давай ты. Я держу. Иди. Давай, пошел. Ну, держи. Вот черт. Как малолетки просто. Да, заклинило. А подставить что-нибудь не надо было додуматься? Ящик притащить? Так, ладно, не страшно. Ты иди в обход, я придумаю, как открыть боковую дверь. Отсюда. Да-да. Дик. 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 Попал. Получил? Так, ну они ко мне шибко-то прям не лезут.
Двигаться! До свидания. Я мог бы его не убивать. Дерьма кусок. Согласен. Либо пощелкать их просто для прикола. А вот так? Вот так. Хочешь огрести? На, сука! На! Чё орёт-то? Вот он больше сам паники создает, вот серьезно. Тишина должна быть в библиотеке. Вылезайте, чё вы там? Прятались все. О, где голова? Еще. Я хочу, чтобы тут стало тихо. Но еще надо сделать так, чтобы они меня не окружили, если что. А то можно и отъехать. Вот так. Все? Ой, маленький какой. Маленький и лысенький. Странно, я ему сейчас точно попал в голову, но в коленку его удар убил. Ну, в смысле, выстрел. Потом катсцену запустим, давай, правда, почистим тут все. Мне, возможно, даже и не сюда. Надеюсь, они не бесконечны. Аптечку заберем. Так, ну что? 1, 2. Еще 1. Блин, не забраться же, вот видишь, что нет. Вот никак. Так бы на этот стеллаж было можно вкарабкаться и там сверху их перехерачить. А так выцеливаешь. Что за хрень? Я заперт на складе с кучей разъяренных шакалов. Сам-то как думаешь? А, ну их по-любому надо было убивать. Я понял. Давай тогда мы сначала дверь выхода откроем. Я думал просто вот скрипт у нас запустится, если вот эту дверь открыть. А, надо было другую. Все, по идее, да? Больше тут делать-то нечего. Все, что надо, я собрал. Ну вот. Пожалуйста, дверь открыта. Господи, ты цел? Всего лишь мелкий шакал? Пошли. Надо искать запальный шнур. Вот сюда его будем подсаживать. Кабинет прораба наверху. Там они и должны быть. Прекрасно. И как нам туда попасть? А, я тебя подсажу. Давай. Стой, ты просто хочешь, чтобы я пошел первым на случай, если там кто есть? А, ну да, раскусил. Давай. Ладно. Мне прям туда надо подойти. Так вот же лестница ближайшая. Да, зачем что, нам ты лестницей пользоваться? Мы по стенке будем Пошел. забираться. Все, я залез. Сейчас. Давай, быстрее. Скинь мне что-нибудь, чтобы я забрался. А вот это вот не хватает? Вот вообще никак. Тут 4 ступеньки Держи. целые. Аккуратней. Ну, спасибо. Правда, лестницу-то зачем нарисовали? Ага. О, походу оно. Бинго. Ну-ка, подержи, я достану. Могу и я достать. А, ну да, ты же мне не веришь. Вообще-то, верю. Пора отсюда валить.
Что делают запальные шнуры рядом с кучей бумаги? А если пожар? Шиза, я хочу сказать тебе спасибо Да, Не за что. ладно уж. за то, что пошел со мной и помог мне. Да Выйти из ладно. здания транспортного Нет, комплекса. правда, нам ведь были не особенно рады в лагере. Все, перестань. Ладно? А куда коробку дел? У меня только что в руках была коробка. Так не откроешь. Понятное дело. Короче, как мы доберемся до лагеря, давай-ка ты... Сейчас засада будет. Что ты делаешь? Прости меня, брат. Выбора нет. Давным-давно видно было то, что он урод. То, что он подставит. Ну, Дикон местами, вот я говорю, то, что он иногда просто наивный до мозга костей. А это Карлос? что ли? Ты знаешь, кто я? Да, Карлос. Нет. У вас же вроде бы нет имен. Мы идем по пути. Мои братья и сестры отказались от своих имен. А я нет. Пока что. Карлос. Джесси. Ты помнишь? Джесси, какого хрена? Я помню имя. Ну и все остальное. Помню, как ты, Бухарь и Джим держали меня. Пока Джек жег мне спину горелкой. Было давно, и у нас тогда не было... О, да. Я тоже кричал, дело такое. Я помню, что в тот день я понял кое-что. Очень важное. Всю твою личность. Все, что делает тебя тем, кто ты есть. Это все можно выжечь. Пока не останется ничего. Только имя. Вот в чем суть фриков. Я это понял. Вот почему мы должны стать такими, как они. Ну что, будем дело делать или языком чесать? Зачем он его провоцирует? Дикон Сент-Джон. Но только не вдвоем же, правда? Нет, конечно, разве можно позабыть про старину Бухаря, верно? Мы закончим это дело вместе. Все втроем. Вот так. Звуки жуткие прям. Разок есть. А впереди еще сколько десяток? Или больше. Это ведь такая удача. Все трое. Ты, я, Бухарь, мы все живы. И снова встретились после конца света. Что ты сделал с Бухарем? Он пока не здесь. Но скоро будет. Ты подожди. Интересно, я вот не помню, откуда он его знает, покажут или нет. Это Лиза, что ли? Одежда ее. Точно, Лиза. Да, это ты. Выходит, не обозналась. Нет. Это которую мы спасали. Дважды или трижды, я уже не помню. Ну, 2 точно раза мы ее спасали. Она ж так не хотела, типа, быть с нами в лагере и так далее. Оказывается, она примкнула вероломно к упокоителям. Да. Это не мое имя.
Я встала на путь. У меня больше нет имени, как и у других. Все, кого я любила, умерли. Лиза, Ты послушай. знаешь, зачем нам быть, как они? Такими, как фрики. Нет. Потому что они не помнят, что потеряли. Кого потеряли? А в руки нельзя было нож подать? Если бы он не дотянулся. М? Пошли воевать с этими. Так. Покинуть храм упокоителей. Так, наверное, свои эти какого. Одежду свою надо взять. Ну как там рука у нас выглядит. Да. Если я правильно понял, то Дикон, Бухарь и еще какой-то друг вот этого вот Карлоса, они его как-то пытали тоже в свое время. Лиза. Лиза. Я здесь нет. Ну, это стелс-миссия. Нельзя им попасться. Если меня увидят, сразу вся орава сбежится. Даст тебе свободу. Ща я тебя освещу. Ну да, сейчас мы их просветим. Мы режем его, чтобы дать тебе свободу. Так не откроешь. У тебя же нож есть, который открывает все замки. Дай мне шанс, и я помогу тебе найти путь. Твое тело пустой сосуд. А людей-то этих не надо освобождать? Пусть висят. Единый разум, ага, ну-ну. Освободи. Окей. Все? Тут вроде все. Проверяем. Что же они за ублюдки такие? Что за не за ублюдки? Ну они фанатики, что ты хотел? Им мозги-то промыли как следует. По-моему, риторический вопрос был. Теряй себя. Так, а тут их сразу трое. Выяснить, где они добро хранят. Чувствуешь? Шрамы глубокие. Они вырезают твое Подожди. Это у нас в клетке фрик сидит. Ну, видим, питомец у них домашний. боль даст тебе. Оп. А к этим трем мне вообще, я смотрю, не попасть. Блин, а оно вот такое... Да, к этим трем вообще не попасть, они просто ограждены со всех сторон. Можно было бы нашуметь, но смысл какой? Что-то можно взять. А, нет. Почувствуй Это двери просто подсвечиваются. ее. Растворись в ней. Подожди. Ощути пустоту единого. Ну, наверх тоже никак. Все, по идее. Вещи забрать. Вещи забрать. Логично. Я что-то слышал. Как ты слышал? Я за стенкой стоял. Здесь что-то есть. Блин. Заметили? Да. Я случайно его пыранул вместо того, чтобы надо было подкрасться. Он повернулся в этот момент. Чалька. А, ну слушай, мне засчитали, в принципе. Что так? Да ё-моё. Ну, хотя бы не надо всех резать обратно с первого этажа. Сейчас просто перепрыгиваем. Все, успел. Я прям спамил по кнопке. Блин, я вот заглючила. Дает свободу. Шрамы станут путем к
Дальше, да, надо идти. Вот, а теперь нож у него работает, как отмычка просто от всех замков. Предыдущие двери он не хотел скрывать. Клюшкой? Нет. Слушай, я и здесь... Да, только здесь могу пройти. Там, наверное, мои шмотки. Ну, давай посмотрим, что там, сколько их. Ага, вся толпа. Ну, значит, вот здесь вот мы берем свои шмотки и потом уже лупим всех. Костер, где этот долбанный костер? Хотя нет. Там их трое, у меня всего нож один. Была бы бита хотя бы, я бы ее точно замочил. Костер. Пойдем тогда по волшебной траве, аккуратненько, огородами, так сказать. Большой костер трудно не заметить. Угу. Мы на пути. Вот так вот. По кустам. Не всех будем резать, только тех, кто мне мешает. Потому что тут, как правило, один видит другого. Очки навыков. Так, стрельба у меня, по-моему, все, да, все, что нужно мне прокачано. Вот это я в последнюю очередь буду ветку качать. Давай смотрим, что тут. Увеличивает начальный эффект, что от стимулирующей микстуры. Я вообще этой микстурой не пользуюсь. Каждое убийство в ближнем бою восстанавливает запас сил. Ну, не особо пока важно. Возможность оглушать людей и фриков ударами с разбега. Нет. Значительное снижение расхода запаса сил при выполнении перекатов. Ну, вот это вот не очень полезное. Давай, надо в любом случае 2 чего-то там вот здесь вот в этой ветке прокачать, чтобы следующую ветку открыть. Так, повышение шанса нанести критический урон или нейтрализовать противника на 25%. Ну, слабоватенько. Серия ударов с засапозным ножом причиняют вдвое больше урона. Вот меня что интересует. Возможность бесшумно атаковать тяжелых фриков. Возможность убивать тяжелых фриков и крупных животных, вырываясь из захвата. Мне вот это надо. Тут они так расставлены, то что один видит второго, как бы. То есть, если ты убиваешь одного, то тебя обязательно заметит другой. Мои вещи? Как мне отсюда выбраться? Как? Постепенно. Чик. И все. Я думаю, они еще в доме могут быть. Не все на улице стоят. Что, никого, что ли? А где мои шмотки-то? Прям на улицу надо выходить. Ладно. Давай, наверное, для начала за домом пойдем. У нас там герой один ходит. Это здесь. Должны быть здесь. Мне бы на растяжку не влететь. Они же наверняка их ставят тоже. Давай сначала этого. Как он меня не заметил? Очень странно. По-любому, так или иначе, у всех людей есть боковое зрение. Хотя они убацанные постоянно. Сделаем скидочку на то. Шапочку увидел. Первый раз в жизни, наверное. Это мое. Захват отключка.
Но даже не задушил, по-моему. Вот скажи мне, в чем смысл? А? Тащите к себе сюда людей, измываетесь, забираете пожитки, а потом что, типа бросаете все в костер, так что ли? Ебануться. О, привет. А вот еще вопрос. Где мои цвета? Чего где? Цвета, жилет мой, где мой жилет? У кого он? Не знаю. Ладно. Он только что ушел. Взял и ушел. Недавно ушел. Тоже лет ушел? Примкни к нам. Ты будешь найден. Хрясь, и все. Так, надо осмотреться. Логично. Посмотрим, что тут у нас. Сюда. Даже я не досмотрел чуть-чуть. Только что ушел. Так, чё, мы, наверное, лечимся, да? Начало для. Потом что-то можно здесь забрать с собой. Да, нет. Следы свежие. А чё мне 0 патронов? Зашибись. Оружие отдали, патронов забыли. Ладно, продолжаем резать. Ну, дальше пойдем. Лишних трогать не будем. То меня спалят сразу же. Да, один другого видит, и все. Ну эти вообще балбесы просто. Охранники с них никакие. Привет. А, жилет ищет, точно. Сделай одолжение. Сними эту хрень. Мы вырежем твою душу. Спасибо. Покорись, тварь. А теперь патроны мне прилетели, да? Нет, слушай. Покинуть комплекс упокоителей. Да, наверное, на рожон-то не будем, да, переть? Движение. Раз игра просит выйти аккуратно, значит будем выходить аккуратно. Единый разум. Подожди, а где проход? Всё. По-моему, есть еще, да. Вот тут можно пройти. Не-а. Да ладно. Прямо отсюда выходить. Ну такое себе. Это уже кого-то мучает. По стилизу от упокоителей. Опять. Где она? Она же только что ее сюда затащил. Вот мои шмотки, да? Ты не найдешь путь. Нет! Я тебя упокою, сволочь! Лиза, Лиза, послушай. Они знают, ты меня отпустила. Здесь опасно. Пойдем со мной, пока... Ладно, не со мной, но ты должна бежать, потому что иначе Очень странная они тебя убьют. Ты дамочка. поняла меня? Пошла! Так, короче, беги со всех ног, не выходи на дорогу и не останавливайся. Давай. Почему бы ее с собой не взять? По-моему, самое безопасное место это у него за спиной. Забираем причиндалы. Все, что нажито непосильным трудом. Ну, а теперь можно поразвлекаться.
Эй, Ну, наконец-то. а чё так патронов мало? Половину мне вернули моего боезапаса. Ну, мне хватит. Бам. Они куда-то на выход все побежали. Как дела? А ё-моё. Снайперов нету? Вроде нет. Пригодится. Бухарь, ты на связи? Если ты меня слышишь, этот козел Шиза меня сдал. К вам Я не идут удивлен. упокоители. Предупреди Майка. Вернуться на стоянку. Iron Ridge. Ну и все тут, мне кажется, даже хоть все тут я обойду, я ничего больше полезного для себя не выискаю. Нам нужно типа со всех ног бежать прямо туда. В лагерь. Байк чей-то. Хорошо. Давай, наверное, вот тут остановимся. Так просто по фану пострелять. Че орать-то? Освободим его. А я вас освобожу. Все? Музяка какая вдохновляющая, блин. Вдохновляющая истреблять. Да, попробуем все-таки патроны. Вдруг какой замес? Давай попробуем вот здесь патроны поискать. Покидайте район задания. Так, дальше лестницу мне точно не уйти. Все, я понял. Пока квест не прервался, лучше возвращаться обратно. Ну, мы сейчас потихонечку будем ехать. Ну-ка мы повредить нажмем. Бита целая у меня? Ну, почти. Поехали потихонечку. Видимо, за байком за своим, да? Можно, конечно, было на перерез поехать. Так быстрее. Там кто-то есть. Ай, ладно. Не буду с мотоцикла стрелять. Падла. Черт, патронов мало. Нормально патроны. Прики. Здравствуйте. А ё-моё. Промазал. Мужик, я тут. Наконец. Да. Сколько у меня? Ну, патронов 8, наверное, да, осталось. Будем потихонечку расходовать. До скольки стримлю? Еще пару часов точно. У меня вот время 20 часов 20 минут. Всех же разные, немножко часовые пояса, правильно? Надо вернуться к байку. Так, давай, погнали к байку. Можно налево, можно направо, можно вообще прям по центру проехать. Ничего страшного. Так, вот у нас тут патроны. Ты потерянный. Сами вы потерянные. В глаза только не светите. Ну и последний. Да что ты дергается-то весь? Блин, только патронов на него ушло. Ну потому что они бешеные. Я с России. Мурманская область. Ну, короче, север.
Дай-ка мы посмотрим, что тут можно вообще в округе найти. Можно, конечно, как вариант калашников его забрать, но вариант такое себе. Что-то знакомая такая заправка, такое ощущение, что я тут был. Ладно. Давай, патрон. Как минимум тут должно быть штук 20 пистолетных патронов. Ага, все патроны, которые мне нужны. Замечательно. Ну вот и восстановились почти по боезапасу. Ехали дальше. Главное, тачки полицейские не пропускать. Повнимательнее немножко. Надо найти тропу. А вот там здание Неро. Подожди, я его взрывал, нет? По-моему, нет. Давай, наверное, отвлечемся. Чуть-чуть. Спокойствие. Ах, дважды меня аж ударил. Как-то мы не синхронно. Да, я не открывал этот еще пункт Неро. Не знаю, позволят мне сюда зайти или нет. Возможно, скажут, что вы покидаете район задания. Так, целый лагерь тоже упокоителей. Что? Что? Что там такое? Это я всего лишь. Блокпост не пройти. Так, у нас с пулеметом товарищ опасный самый. Они сейчас сами половина ко мне подойдут. Тихо. Все, лечимся. Опа. Ай, чуть-чуть. Чуть-чуть не попал. Сейчас мы тут зайдем, патронов наберем как надо. Больше пулеметчик этот беспокоит. Они же еще в касках бегают. Тихо, 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 тихо. Да, стой! Мы укажем тебе путь. Ладно, давай сначала этого сделаем. -1. Тихо, 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 тихо. Готов. Он убил нашего. Так, еще, да, двое. Освободись! Ходим. Да, последнего мы со вкусом, да, наверное, убьем. А она сюда не подойдет. Как раз у меня остался один патрон. Последний патрон самогона, с таких миллион. О. Она не хочет подходить. Хотела вот так вот бахнуть. Она бы прикольно подохла. Но она решила держаться от меня подальше. Как угодно. Так, вот это. Потом что? Медицина. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, все. Мы покорились. Мы отринули свои имена и тут.
Все. Сейчас мы что? Мы отрезаем громкоговорители, чтобы не фрики не спалили. Патроны здесь берем, чтобы чуть-чуть подешевле было их покупать. Экономим. Что еще? У нас вот здесь, да, по-моему, да, вот он громкоговоритель. Блин, надеюсь, мне игра позволит далеко отойти. Но он же тут. Да, вот он тут. Бля. Всё, дальше я не могу убежать. Ладно, давай хотя бы так. Сколько там? 4 штучки я, наверное, точно отрежу. Последний пускай там на отшибе работает, я не знаю. Может быть, он не так будет сильно фриков привлекать. Просто он реально очень далеко. Вот еще один. Как подстава висит просто. Опа. Вот так вот. Надо еще бы посмотреть повнимательней. Вот здесь у нас 2, по-моему. Один. Стерилизатора нет места. Стерилизатор нет места. Да, и тут 2. По идее, все. Больше я не должен как бы что-то отрезать. Может быть, я правда далеко убежал. Ну, я вот про тот громкоговоритель. Может, он и не нужен. Но он там есть. Ладно. Пробуем запускать. Нет тока, ну конечно. Сначала нужно запустить генератор. Бензин тогда ищем. Где он может быть? Вот в этих шатрах, наверное. Хотя вон там просто столько бочек с бензином рядом валяется. Хоть залейся, я не знаю. Вот еще один громкоговоритель. Чик. Чик. Техника и лом. Ладно. Нужна маленькая канистра с бензином. Причем я еще не видел генератора даже. Заодно тут пошманаю. Блин, а где же он может быть-то? А, вот генератор, хорошо. Может быть вот тут, внутри вот этого. А вот я вижу канистру. Все. Бензин. Бензин. Заправляем. Вот так. Блин, а что же я такого прокачивал? Последний раз я, по-моему, запас сил качал. Концентрацию, может быть, прокачать. Или ХП. Это такое вкусно. Заперто. Да ладно. А, он не сработал, потому что предохранителей нету. Точно же, да? Ну-ка. А, нет, он так чинится с помощью лома. Предохранители в другом месте тыкаются. Но их не надо будет. Все. Значит, громкоговорители я все уничтожил. Отлично.
То, что я туда в тоннель бегал, в конец, это не обязательно. Ты чё ударился? Там разбежался, об дверь шмякнулся. Странно. Заперто. А чё заперто-то? Что не так? Не идет. Скорее всего, потому что у меня задание горит. Блин. Надеюсь, мне засчитает этот лагерь. Мне влом его еще раз чистить. Да, тут даже можно не смотреть. Не пустят. Обычно, если двери открыты, то они открыты все. Очень жаль. Ничего страшного. Потом я подойду туда как-нибудь. По-любому я здесь проездом буду. Все, пошли там кого-то спасать. Что-то про лагерь там. Можно, в принципе, У того даже... дома. Где костер? Можно, в принципе, даже не останавливаться. Нигде. Вот, нашел. Нашел что? И зачем я только в это ввязался? А какой же я идиот! Мог ведь догадаться. А как я мог так подставиться? Их только Это же трое? шиза. Ладно, его догрызут. На фриков больше патронов, по-моему, уходит. А, так мы же тут были. А, нет, автомат. Я ранен! И сраный Джесси Уильямсон. Карлос. Отморозок зачуханный. Надо было Джеку не Хватит только ругаться. татуху тебе сжечь. Надо было тебе глотку перерезать. Все, по идее, больше брать тут ничего. Пошли дальше. Отходим. Чик. Сама музыка притихла. Где он? Здрасте. Я ему в ухо выстрелил. Блин, где же я байк-то оставил? А, все, да-да-да, прямо вот здесь вот. Почти дошел. Вот тут мы остановились. Бухарь! Фриков можно не Лагерь трогать. Лост-Лейк, ответьте! Шиза едет к вам. И с ним упокоители, как поняли? Меня кто-нибудь слышит? Чё Лост-Лейк! орать-то? Черт! Вон он, на месте. Сейчас скрипт сработал. Ну что прикольно, то что в игре не забудут то, что у него шрам на руке, то, что ему руку прижгли, потом этот шрам будет зарубцовываться потихоньку, заживать, потом будет большой рубец такой. Прикольно в этом плане, сделали, молодцы. Рики, лагерь Лост-Лейк, меня кто-нибудь слышит? Дикон? Да, это я. Черт, подожди. Похоже на Tomb Raider 13-го года. Я, кстати, не играл в Tomb Raider. Дикон, мать Но послал за тобой он ребят. есть в библиотеке. Рики, упокоителям нужен Бухарь! Тут как-то в Новый год, по-моему, выдавали всю трилогию у нас в Epic Game Store. Я взял, но ничего не устанавливал. Хотелось бы, говорят, что трилогия, вот последняя трилогия по Лара Крофт, она неплохая и стоит поиграть. Нет, 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 нет! Эй, не стреляйте, это Дикон! Майк послал нас за тобой! Упокоители! Гоните! Я с ними разберусь! Надо скорее в лагерь! С этими я разберусь! Нужно их остановить! Разбираться-то будем? О, все, едут. Нет, нет, не останавливайтесь! Гоните! Че так медленно все едут? Все, он мертвый. Надо сохранить вот этим двум чувакам жизнь. Почти на месте! Упокоители!
Чё орать? Вижу! Ловушка! Они хотят перекрыть дорогу! Объезжайте! Не останавливайтесь! Так, мне самому полечиться бы не мешал. Блин. Одного убили, что ли? Мы Это уже походу. рядом! Вы гоните к восточным воротам, поняли? Главный мост! Я зайду с другой стороны, пойду пехом по мостику. Дело в том, что когда ты едешь, ты прицеливаешься, у тебя прицел сужается, и потом только ты можешь нормально, адекватно нанести тому ездаку урон, как бы. Пока прицел у него в большом диапазоне, ты хоть застреляйся, ты ему ничего не сделаешь. Через болото! Увидите Бухаря, скажите ему, что упокоители пришли за ним, ясно? Ладно, одного убили. Понял. Санджон, удачи тебе. Не важно. И вам тоже. Увидите Шиза, грохните, гада! Из этого как бы концовка не изменится все равно. А все, он дал, он уехал. Теперь я один еду. Хоть бы предупредили. Там весь лагерь горит, кстати. Да-да, там вообще война какая-то идет. Покорись! Вот он сам покорился. Раз, два. Эй, тихо, тихо, успокойся. Я свой, я тебя не трону. Не бойся. Ладно. Не бойся. А чё она орёт? Она что, не видела то, что он у них в лагере работает? Я не знаю, сколько я времени катался по этому, в этом лагере и выполнял задания. Ну, дней 100, наверное, точно. Ну, вот как вот здесь пишется, 819 дней прошло. Дней 100, наверное, точно. Чё орут? Почему? Она что-то так сильно напугана, что не видит перед ней, кто стоит, кто ее освобождает. В чем проблема-то? Эй, не-не-не, не трогай, пройдет. Порез Игра- не глубокий, все заживет. Так, слушай, Игра посмотри что-то на меня. подглючивает. Я ищу Бухаря. Чё у неё с Шиза, бровями? Ты знаешь таких? Ты знаешь, где они? Я не знаю, то есть все это произошло так быстро. Опять игра подвисает. Они были повсюду. Упокоители, они захватили лагерь, они нас Ща я пытали, разглючу. они Понял. забрали меня и еще Джен, и Эрика, и Блейка. Так, как О, тебя зовут? Господи. Николь. Николь, ты стрелять умеешь? Да, Умница. да. Хорошо. Видишь вон ту вышку? Влезай туда и сиди тихо, как мышь. Если придут... Только сейчас что-то обратил внимание, у Дикона как будто этими угольком брови накрашены. Упокоители, снеси им бошки, а я друзей твоих найду. Ладно? Иди. Все, просто зачистить лагерь. Кстати, у меня один патрон остался. Ну, два. Покорись, урод. Покорись. А, черт, я пустой. Покорись. Ну как это пустой? Тут еще можно очень много. О, там кто-то горящий вылезает прям. Давай обыскивать. Пила. Мне, по идее, только аптечек надо чуть-чуть. 3, по-моему, у меня влезет. Все, а там точно никого нету. Ну так просто, для прикола. Да нет, слушай, никого не видно. Они по дороге нам сейчас будут все попадаться. Прямо они вот в коридорчиках составили. Поэтому поднимаемся от дома просто по тропинке. Вот я прям должен идти. Я Да. больше не позволю этим скотам убивать наших. Чего, снайпер? Я не вижу снайперов. Кладбище место. Че могилы никак не помечаются? Они то что, безымянные люди лежат. Если вы уж ставите православный крест,
Ну или католический. Пишите на нем имя, разве нет? Покойся с миром. Я его в шею убил. Беда какая. Вот еще одна аптечка прилетела. По-моему, здесь надо как-то резко сейчас будет стрельнуть кому-то в голову. Ну вот. Тут заложник, по-моему, сидит. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Это все? Не, Тише, давай это потом. А куда он побежал? Вы же знаете Николь, да? С кем он разговаривает? С трупами? Она там, на дозорной вышке. Идите и помогите, чтобы больше ни один упокоитель не пробрался сюда через болото. Ты посланник Божий. Мои молитвы услышаны. А, круто. Беги! Спасибо. Ладно, Николь. Теперь дело за тобой. Чуть-чуть глючная миссия, потому что он забежал в это здание и сразу же ломанулся туда к кресту. Ну и в начале миссии это немножко проседало. Такое ощущение, что они ее забыли нормально проработать. Рики, кто-нибудь? Дик, я думала, Ладно, потеряла тебя. пойдем спасать дальше, народ. Где Бухарь? Где Шиза? Я не понимаю, что происходит. Я видела его с Бухарем. Где? Где Рики? Я... А, да, даже так? Упокоители ломятся в лазарет. Я не знал. Держись, я иду туда. Дождись меня. Дикон. Эдди. Нет! Вот черт. Ха-ха, идиоты. Но он сам догорит. А вот какой-то снайпер тут светит потихонечку. Хрена, где он сидит? Почему я раньше его не видел? Не, я вернусь обязательно. Отвали от меня нахрен, урод. Вот падла. Дать. Все, мы вместе горим. Ну, они прикольные. Бегают, обнимашкаются. Да. Ну вот я, кстати, правда не знал об этой штуке, когда ты открываешь двери, можно стрелять куда угодно, в любую точку, а он все равно подыхает. Дик, я думала, потеряла тебя. Почему так? Где Бухарь? Где Шиза? Я не понимаю, что происходит. Я видела его с Бухарем. Где? Где Рики? Дик, упокоители ломятся в лазарет. Черт! Держись, я иду туда. Дождись меня. Дикон. Эдди. Нет! Ну-ка, Вот у кого? черт. Рики! Что ты делаешь? Надо к лазарету. Блять, успею? Она знает, где Бухарь. Полечиться бы надо. Он же все время с Бухарем связывался по рации. Не это ли надо было первым делом проверить? Надо перезарядить. Конечно, надо перезарядить. Конец. Опа. Опа. Блять, все равно попал. Нет, уже больше. Уже 819 дней прошло. Держу в курсе. Кто стреляет? Бегает он мне тут в спину, постреливает, утырок. Все, есть. А когда они появляются с разных сторон, немножко получается типа дезориентации, ты уже забываешь. Хорошо, что отметка есть, куда бежать. Тут вообще, в принципе, лагерь-то этот на самом деле запутанный. Какого черта? И стреляет куда-то в лес. Ты не в ту сторону воюешь, дамочка. По-любому
привезти? Нет. Была бы снайперка. Ты не только ранен, ты еще тупица. Ой, от этого я не заметил. Он как-то тихо подбежал. Бежит зигзагами, ну серьезно. Да. По-моему, после этой миссии этот лагерь как бы все. Тут, по-моему, больше нельзя будет ничего сделать. Я не помню. Либо мы уже пойдем в другой лагерь сразу же. А, вот. Окей, добрались до лазарета. Нет, пусти ее. Пожалуйста. Ну вот это вот темнокожая женщина, голимая Мишон из этих ходячих мертвецов. Не знаю. Хоть актриса даже другая, и на лицо они не похожи. Но вот ее прям сделали очень похожей на нее. Потеряны! Нет, 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 нет. Silent Hill? Что? Перемирие? Какого хрена ты наружу вылезла? Какого хрена вообще тут происходит? Серьезно, по гудку они просто перестали воевать, сложили оружие. Так просто стреляйте им в башку и ханайте ему упокоителям. Они же вроде все туда побежали. Ой. Шлыкрики, не могла же я просто так сидеть. Стоп, погоди минуту. Что происходит? Все кончено. Железный Майк договорился о перемирии. Что? Я ничего не понимаю. Сейчас выясним. Ты как? Что? Идем. Рики. О каком Ты нахрен прости перемирии он Это договорился? ты меня прости. На полчаса перемирие? Майк, это все просто недоразумение. Им нужно только... Напали на мой лагерь. Ну же. Убили моих людей. Это просто недоразумение. Мы нарушили договор. Деду, кстати, опять забыли морщины прорисовать. Они у него в некоторых катсценах есть, а в некоторых катсценах у него лицо на сардельку похоже. На нашу землю Которые украли наши договорились припасы. делить. Как здесь. На мою блюдо. Майк, послушай, у нас сделка. Сразу режь ему глотку, просто без разбора. Покоритесь. Ну, Шиза, излагай про сделку. Черт возьми, подожди. Ну, расскажи. Расскажи, как ты с потрохами продал нас им. Чего ты от меня хочешь? Я говорю, лицо сарделька у него. Говори давай, пока я не перерезал Гладенькое тебе такое. глотку. Ладно. Рельефное. Ладно. У меня сделка с Карлосом. Ясно? Майк, я не хотел. Не хотел сдавать лагерь. Клянусь. Только их, этих двух, его и Бухаря. Они ему нужны. И все. Да, удачная вышла сделка. Я же хотел спасти лагерь. Я же хотел вернуть мир, который он нарушил. Майк. Дик, я рад, что ты жив. Отпусти его. Чего, блядь? Дик, Если бы он просто ворвался в комнату и воткнул ему нож в шею, был бы совершенно другой разговор. Он его подставил, он по факту его завалить должен. Просто как крысу. Отпусти, говорит, его. Почему он вообще Дик слушается именно Железного Майка? Потому что он что, старше по званию? Он хозяин лагеря. Иди в другой лагерь, там поживи, какая разница. хорошо. Карлос. Он сказал правду насчет вашей сделки? Лгут лишь потерянные. Да, правду. То есть мы вам Дика, Уильяма, байкеров, или как вы их там зовете? И вы не Что и трогаете... требовалось доказать. Майк просто готов нахрен все отдать. Вообще, не знаю, почку свою последнюю. Он готов просто отдать этим упокоителям все, что они попросят, лишь бы они не нападали на наш лагерь. А ничего то, что тут уже лагеря, ну, сгоревшая, половина там жителей уже перебита.
За что он борется? Просто за какой мир? Что ему этот мир даст? То, что они его нападать? А если они, они же упоротые постоянно. Что им мешает просто взять и напасть послезавтра? Ну, вот скажут то, что ты не упокоился, херак, всех перестреляли и все. На что он рассчитывает? Я вообще не понимаю. Какой-то маразматичный дед вообще. Майк, вы упокоитесь с миром. Даю слово. Вот это гарантия. Твое слово. Великий царек великих упокоителей. Эй, мы пришли под флагом перемирия. Да пошел ты! Это мой лагерь. Мои люди. Я не позволю, чтобы ты тут что-то требовал под своим кровавым флагом. Хрен тебе! Мне плевать, что сделали эти парни. И зачем они тебе нужны. Знаю только, что ты их не получишь. Майк, Был уговор. Нет, вот уговор. Карлос. И другого тебе не светит. Бери своих людей и проваливай отсюда нахрен. Иначе умрем все вместе. Прямо здесь. И сейчас. Так давайте, чё уж. Прежний союз в силе. Конечно. Я им уверен. Сучий пухарь! Так. Ведите-ка этих на выход. Эй, мы не закончили, Карлос. То корись, брат. Дик, пропусти. Пропусти! Майк, я хочу сказать. Ну, вот это справедливо. Этого запереть. Да нахер мы сами с ним. Руки убери! Я все пытаюсь втолковать. А вы не слушаете. У нас тут так дела не делаются. Мы тут людьми не торгуем и не считаем нормальным хладнокровное убийство. Уведите его. Отвали. Мы будем его судить, как цивилизованные люди. И тогда он свое получит. Я не стану извиняться. Не стану. Я пытался спасти этот лагерь. Карлос не отступится. Упокоители не отступятся. Слышите, не отступятся. Кто это был? Джесси. Да, мало ему того, что он возглавил свою секту после конца света, ему еще и возмездие подавай. Сука, Джесси, гребаный псих. Да. Видать, он пас нас уже давно. В Крейзи Уиллис на нас напали совсем не случайно. Так Шиза хотел нас ему продать? Куда его увели? Я ему еще башку сверну. Нет, Шиза пока подождет. Ты лучше собирайся. Молотовых возьми, патронов сколько унесешь. Ну и что ты задумал? Уверен, это плохая идея. Да, плохая, но мы это провернем. Я сейчас заберу взрывчатку из дома и запальный шнур у Шиза. Жди меня у моста. Объясню по пути. Он решил со мной? сначала... Да. О, да. А сначала решил шахту взорвать. Дик? Херня топорик, кстати. Ты на связи? Дикон, ответь! Походу. Да, Рики, я здесь. Слушай, мне некогда. Что произошло? Я видела, они посадили Шиза под арест и... Да? Хорошо. Слушай, Всё. я сейчас занят. Лагерь ничего не горит. Карлос со своими просто взял и уехал. После всего, что они сделали. Все целое. Да? Я понял. Давай ты это лучше с Майком обсуди. Обсудим. Но мне надо с тобой поговорить, чтобы ты дров не наломал. Ну вот, мы же разговариваем. Лицом к лицу. Это важно. Ага, как всегда. Слушай, мне пора. Дик, подожди.
Извини, Рики, потом обсудим. Конец связи. Заходи почаще. Угу. Все непременно. Эй, Дикон! Бас, как жизнь в лагере? Да, забрать байк, конечно. Вообще не знаю, где Тебе он. нужны тонны топлива. Кто бы говорил. Сильно его не долбай. Ну да, ладно. Так, посмотрим, что у нас по сюжету. Значит, у нас есть 3 задания аж, да? И все в одной точке. Как удобно. Мы сначала начнем вот с этого. Просто с ним надо пойти, по-моему, и Если что, я поговорить. здесь. Ну, это много времени не займет, но опыта немножко добавит. Они его вроде под домом, да, где-то закрыли. В погребе, скорее всего. Ну, как обычно. У нас арестантов сажают как куда-нибудь в темное помещение. Да ладно, он что, в сарай? Нет, не в сарае, он где-то еще сидит дальше. Так. Привет, Шиза. Как поживаешь? Как тебе новые хоромы? Дик! Дик! Брат, давай поговорим! Ты знаешь, зачем я это сделал? Во-первых, я тебе не брат. И да, я знаю, зачем ты это сделал. Дик, послушай, черт! Сам знаешь, ничего личного. Просто по-другому было никак. Поговори с Майком. Скажи ему. Скажи, я просто хотел спасти лагерь. Все только ради этого. О, я с ним поговорю. Как только тебя признают виновным, я попрошу его отдать тебя мне. Как наступит полночь, мы с Бухарем свяжем тебя, положим посреди шоссе и будем ждать Орду. Дик! Брат, послушай меня! Интересно, каково это, когда тебя рвут на части, жрут заживо? Дик, я просто хотел остановить Карлоса, упокоителей, и защитить лагерь. Нам же без него не выжить! Знаешь что? Мы все равно так сделаем, даже если тебя оправдают. Бывай, Шизо. Вот. 3000 опыта просто за то, что я выслушал разговор. Дик! Почему бы нет? Дик! Да послушай ты меня, Дик! Да, отвалит. Прости, брат! Что, Ага. прости! Я не Так. хотел... Сейчас посмотрим, короче говоря, что у нас по сюжетным вообще веткам. Не попадаясь на глаза, приготовиться к штурму комплекса упокоителей. Найти огнепроводные шнуры в хижине Шиза. Вот мы сначала огнепроводные шнуры найдем, а потом уже подготовимся. Слушай, ну мы вот как раз, эта миссия прям про штурм этих упокоителей будет. Я думал, мы что-то другое. Думал, про шахты там будет замес какой-то. Ну, типа шахты же он хотел взрывать. Вот. Пока это дело, естественно, откладывается, поэтому... Мы сейчас прям прямой наводкой пойдем штурмовать Надо этих отнести это к себе, упокоителей. никому не попасться. Что это? Отнести взрывчатку, никому не попасться. Да тут особо никто и не смотрит. По-моему, всем по барабану вообще. Что у меня тут за коробка? Про которую, наверное, мало еще кто знает. Найти огнепроводные шнуры в хижине Шиза. А я сейчас что? А, просто динамит таскал. Ну ладно. Нифига мне повезло.
Я уж думал, он помер. С такой высоты-то грохнулся. Надо забрать шнур. Зато как я путь сократил. Шиза алкаш у И нас. как я поверил этому козлу. Потому что наивный. Как теленок просто. Ага. О, а я хотел снайперку покупать. Ему уже не понадобится. У меня теперь 3 оружия с собой. Я не поверю. Серьезно. Нет, все-таки я думаю, что нет. У меня не 3 оружия, у меня пулемет изъяли, забрали, дематериализовали его просто. Уничтожили. У меня теперь вместо пулемета просто снайперка. Значит, это будет обязательное задание со снайперской винтовкой. Ладно. Я больше не могу. Эй, ты чего? Что на Так, тебя стоп, нашло? а у него вот эту сторону предплечья прижигали. Почему она ему со стороны вот этой вот делает? Какие-то там компрессики. Да я вообще ветеринар, ты понял? Я училась лечить коров, лошадей и прочих копытных. Это что, похоже на копыта? Эдди. Нет, ты видел, что стало с Бухарем? Я так уже не могу. Тут Эй, всегда Эдди. столько раненых. Эдди. И столько умирает. Эдди. Дикон, я не врач для людей. Ну да, и мне похер. Другого все равно нет. Там народу столько перелупили, там давно уже к этому моменту просто весь лазарет должен быть забит. Так значит, Эдди Битком не врач. просто. А? Ну и что, что ты не врач? Ты спасла жизнь Бухарю. Что-то меня таскают туда-сюда. Это все-таки что-то значит. То в хижину, то в лазарет, то еще куда-то. О, Дик, я пошла глянуть на взрывчатку. Мало ли, вдруг упокоители сопрут, а потом пошла к Шиза. Глянуть на шнуры, а надо было сразу сюда, время не терять. Проваливай, Рики. Собрался пещеру взрывать, так я помогу. Я был пацаном, когда отец нашел под сараем крысиную нору. И знаешь, что он сделал? Не представляю. Дождался утра, чтобы они уснули, закрыл дыру фанеркой и велел тащить садовый шланг. И сказал мне, как сейчас помню, лучший способ убить крыс в норе – утопить их. Ты хочешь взорвать резервуар над лагерем? Да, все так. Дикон, нельзя. Я помогу ему покоиться с миром. Дикон, нельзя так делать. Почему? Из-за Майка? И вашего сраного перемирия? Шиза его давить готов, но в одном он прав. Карлос не отступит, люди его не отступят. И ты это знаешь. Да, он прав. У тебя не личный мотив? Еще какой личный? Ясно. Бухарь, я иду к воротам. Ты готов? Да я уже тебя жду. Ладно, сейчас буду. На винтовку, интересно, у меня есть патроны? Да, не работают магазины, ничего не пашет. Крутая пушка. О, да. Подарочек от Шиза. Будешь возвращать, позови меня. Я тебя позову. Так, съездить с Бухарем к плотине. Давай мы сейчас сделаем перерыв на пару минут и продолжим. Сейчас я подойду.
Все, продолжаем. И как мы поступим с этим гадом? Мы же не допустим, чтобы Майк правда устроил суд. Нет, не допустим! Ну так какой план? Я эти места хорошо знаю. Сара работала в лаборатории к югу от Айрон Бьют. Я раньше ездил туда. Забирал ее на обед. На этих дорогах я учил ее водить байк. Джесси! Карлос! Как он там себя теперь называет? Он обосновался в гольф-клубе. К югу от клуба располагается водохранилище Крессент Лейк. Мы с тобой взорвем эту плотину! Вода хлынет вниз, и они все захлебнутся, как крысы! Погоди, но клуб же вроде на холме. Да, да, ему, скорее всего, ничего не будет. Зато все остальное их логово смоет. И Джесси потеряет большую часть своих людей. Если Джесси останется жив, мы застанем его врасплох. Именно. Ай, блядь. Я так и думал, если я куда-нибудь не слечу, то треснуть в дерево. Твою мать. Заново, да? Ну да, естественно. Просто ехать я тоже не ближний свет решил сократить. Шиза, вот ты тварь. И как мы поступим с этим гадом? Мы же не допустим, чтобы Майк правда устроил суд. Нет, не допустим. Ну так какой план? Я эти места хорошо знаю. Сара работала в лаборатории к югу от Айрон Бьют. Я раньше ездил туда. Забирал ее на обед. На этих дорогах я учил ее водить байк. Джесси! Карлос! Как он там себя теперь называет? Он обосновался в гольф-клубе. К югу от клуба располагается водохранилище Крессент Лейк. Мы с тобой взорвем эту плотину! Вода хлынет вниз, и они все захлебнутся, как крысы! Погоди, но клуб же вроде на холме. Да, да, ему, скорее всего, ничего не будет. Зато все остальное их логово смоет. И Джесси потеряет большую часть своих людей. Если Джесси останется жив, мы застанем его врасплох. Именно. Так, я вот тут могу проехать? Теперь Ну, этот надо лагерь только сквозной. придумать, как Ну, не незаметно лагерь, пробраться поселение. в долину, да? Ничего, доедем. Только держись крепче. Так, тут, наверное, лучше в объезд все-таки. Так, теперь тоннель. Тоннель точно. Упокоители! Вижу! Еще есть какие? Видали, что вы сделали с моей рукой? Они дальше. Не ответите. Ну, так полагаю, Бухаря тоже надо защищать по дороге. Пусть увидит. Черт возьми! Где-то тут. Нет! Фонарь хоть включить. Я ранен! Ранен! Не только ранен. Упокоители! Черт, сейчас! Освобождение! Давай, давай! Освобождение! Освобождение. Даруй! И какой. Ты как? Все, проедем. Давай мы сейчас патроны возьмем. Бывало и лучше. Перезарядка. Берем патроны. Давай. Я прикрою. В принципе, есть резон в аптечку среди них поискать. Вдруг у кого-то завалялось. Нет то, что нужно. Ладно. Вот, аптечка хоть у одного есть. Ладно, пойдет. У меня там еще всяких этих ресурсов, чтобы делать эти аптечки, полно, так что нормально. Я думаю, продержимся. Прям понаставили всякой херни. Так, вот тут еще поищем. Стерилизаторы.
Манок. Ясно, тут нечего искать, короче. Ну что ты, садись. Отсюда надо двигаться на юг. Угу. Я за тобой. Подожди, вот этот лагерь, я же его включал. Попробуем. Вот этот Неро я запускал. Может, сейчас этот лагерь сработает. Свет горит. И можно теперь зайти, ну наконец-то. Почему в прошлый раз он не сработал, я не Посмотрим. знаю. Шкаф не то. Нам в следующую. Нам надо во вторую. Вот тут у нас. Ага. А громкоговорители на месте, кстати. А где? Вот он. Берем аптечку. Всегда пригодится. И вот эту штуку. Инъектор Неро. То, что доктор прописал. Давай, наверное, здоровье, да, прокачаем. Концентрацию. Давай здоровье. Чтоб к врачу не ходить. Согласен. Бухарь терпеливо ждет. Давай, запрыгай. Поехали. 500 метров. Но все громкоговорители на месте, которые я срезал, по-моему. И так сойдет. Давненько, правда, вот гнезд не встречалось. Наверное, на этой карте уже гнезда все. Тут наши полномочия все. Потом, когда мы в другой биом, на другую карту переберемся, они еще будут попадаться. Нам куда-то сюда. Угу. А, все, я вспомнил эту миссию. Мы сейчас залезем наверх плотины этой и будем стрелять по этим упокоителям. Со снайперки. Поэтому ее обязательно нужно было брать. Не будет. Не. Так, а ты что делаешь? Ну, я сейчас прихвачу туда этот рюкзачок. Я очень вежливо и аккуратно взорву там все нахер. Бухарь. Ну, а ты будь здесь и прикрывай меня, пока я устанавливаю заряды. О, ты долбанулся? Да я справлюсь. В перестрелках я не силен, на взрывчатку-то я заложу. Я умею работать со взрывчаткой. Афганистан прошел и точно знаю, куда ее ставить. Чудно. Вот и подскажешь мне, что куда. Ты готов? Да. Погнали. Погнали. Ну, кстати, по-моему, не Я очень буду на этой сложная вышке. миссия. С нее просматривается вся плотина. Подожду здесь, пока ты поднимешься. Так, вот как раз у нас прокачалось нужное мне очко навыков. Да-да. Палач. Все. По идее, все, что нужно, я уже прокачал. Все остальные очки мы будем просто пускать на любые вообще способности. Уже рандомно можно качаться. Неважно. Покидайте район задания. Почему? А, мне выше надо. Поднимаемся на лестницу, отстреливаем всех. Ты готов? Я пошел. Давай, быстро и незаметно. Понял, брат. Бухарь! А, ладно, иди. Где поставить первый заряд? Видишь мостки, которые наверху плотины? Хорошо. Иду туда. Давай, где еще? Их 4 должно быть. Ставлю первый заряд. Птички полетели. Перехожу к следующему. Молодец, Бухарик, так держать. Все, вижу.
кого он там стреляет. Вот так. Здорово. А то я уж было занервничал. Я же сказал, я тебя прикрою. Я закладываю. Их будет тут много, кстати. Сколько патронов? Ну что, все. На всякий случай. Я тут малость занят. Уберешь их? Не вопрос. Сейчас. Эть. Попал. А, еще приезжают. Пары упокоителей стало Один? меньше. Ага, спасибо. Не по одному приезжают. Упокоители идут. Откуда? Я разберусь. Да тихо ты. Так мы полечимся. Сраные упокоители! Убери их! Черт! Ну давай быстрее. Сколько у него патронов влезает? Господи, сейчас. Наконец-то. Еще. Вот так. Где ставить следующий заряд? На большую трубу у основания плотины. Это напорный водовод. Я на месте. На каком месте? Подожди. Я тут трубы вообще не вижу. Вот это, да, труба? Так, Ага. третий заряд. С двух сторон он их будет Я на ставить. месте. Ты шевелись там. А ты сам попробуй одной рукой и ножом. А чё пошел тогда взрывчатку свою ставить? Рука-нож — это круто. Я даже немного завидую. Как у пирата. Есть. Поможешь? Да. Вот снайпер. Тихо. Аккуратненько себя ведем. Сейчас, держись. Вот почему Бухарь с собой не взял ни одного пистолета даже? Взрывчатка-то у него, это хорошо, но, блин, возьми ты с собой пистолет хотя бы какой-нибудь. А вдруг чего? Четвертый заряд. Пистолет много места не займет. У меня 15 патронов. Ну что, я все Ну и заряды полная заложил. обойма. Спокойно. Беги, Бухарь! Быстрее, я не могу! Все? Вроде все. Давай! Оу! Бум. Охренеть! Прям целое наводнение им сделали. Да. Забавно. Вроде бы, да. Какие вы молодцы. Погоди-ка, а где моя? Юмор. Каждый Юмор. раз смешно, да? Руку потерял. Пойдем за Джесси. Делов серьезных натворили, конечно. Проехать к комплексу упокоителей. Беда там народу просто. Ага. Можно хоть засобираться всякого лута. Но мне уже там в принципе ничего не нужен. Так, только Слушай, парочку брат, аптечек. ты молодец! Круто все сделал! Да? А по-моему, я пару раз чуть не сдох. Ты уж извини. О чем ты говоришь? Я такого драйва не испытывал с тех пор, как... Черт. Помнишь, как нас обложила Орда в Тумала? Мы еще не закончили. Все? Разговор закончен? Как думаешь, сколько мы убили? Да почти всех.
Сколько мы убили, говорит. Много, много. Не знаю. И они сами напросились. Да, сами напросились. Как и все мы. Ну, сейчас, по идее, у них должно быть упокоитель и контрнаступление, разве нет? Ну что, дальше придется пешком. Может, останешься? Посторожишь байк от всяких бродячих упокоителей? Нет, байк меня сейчас мало колышет. Вот уж нахер. Вот Пойдем воевать. виноват Джесси. Он хотел расплаты. Ну, будет ему расплата. Ну, теперь пошли в гольф-клуб. Хорошо. Показывай дорогу. Гольф-клуб. Господи. Вот так же, наверное, было после всемирного потопа. Ливануло и смыло всех грешников. Да, только в этот раз Господь Бог ни при чем. Ну, ты меня понял. Так, ну чё, наверное. Упокоители. Как Ага. они живые-то остались? Слева! Слева! Да, сейчас! Эй! Иди сюда, скотина! Я задет! Задет, ты немножко горишь, дружище. Он забор не поджег. Гори, ублюдок! Давай, наверное, да? Всю снайперку потратим уже. Еще парочку, он бежит. Идите сюда, твари! Давайте! Так, Бухарь, ты давай-ка не лезь. Ну подходи, давай! Чем он там, камнями в ней кидается? Громила. О, Громила. Да, это громила. кстати, можно было бы обилку эту посмотреть. Блин, я его не вижу. Которую я прокачал. Да, и он бежит прям ко мне. Ну ничего. Он у нас тупенький. Эй, я застрял там где-то. Ну и все. Вот и весь громила. Подожди, я никакой район задания не покидаю. Все в порядке. Иди сюда, скотина! С кем там Бухарь разговаривает? Так, давай перезаряжаемся по всем этим. Всем оружием. Берем патроны. Поехали дальше. Все, ты накричался? Подожди, подожди. Что-то можно собрать у кого-то. Вот у этого. Кстати, он должен быть, по идее, весь обожженный. Он же сам себя поджег и потом побежал на нас. Забыли. Еще трофеи. Да. Есть резон, конечно. Чуть-чуть поискать аптечку. Не прям чтобы обязательно, но туда точно не полезу. Да, вот наверху посмотрим. Если нет ни у кого, то и ладно. Как хотите. Они там где находились-то все троем? Так резко появились просто из ниоткуда. Спокойствие. Кто-то вошел туда. Где он? По-моему, еще один должен быть. Вот так. Нет. Может, Бухарь его завалил? Ножичком своим ему чик-чик. Порепал его чуть-чуть.
Свобода! Свобода, равенство и братство. Головы не вижу. Все. Это был последний. Всё, что ли? Готов искать Джесси? О, да. Надо довести дело до конца. Угу. Да Джесси там упоротый, Эти наверное. еще Он там более угашенные, чем уже, обычно. уже просто готов в Вальгалу попасть. Захнули сразу все, что По у них всем там осталось. фронтам. Вон он там орет уже. Со второго этажа слышно. Вот туда тебе лезть не стоит. Черт. Сюда. Черт. Я тебя подсажу. Ладно. А лестницы что нету? Если со мной что случится, недалеко отсюда тропа. Нет, это ты слушай. Там наверху не Карлос, не отец психов-упокоителей. Там чертов Джесси Уильямсон. Подонок и вонючий жалкий говнюк, который получил по заслугам. Понял? Угу. Так что иди туда и завали эту паскуду. То есть у них была мотивация его в спину прижигать. Но какая мотивация? Они молчат. Странно, почему-то игра вот подвисает немножко в катсценах. Почему? Почему-то в некоторых, кстати, не во всех. Ну, нормально. Может, с интернетом что-то? Пора покориться, брат! Пора покориться! Дикон Сент-Джон покорился смиренному Джесси Уильямсу. Покорился. Ты помнишь, как все было? Вы с Бухарем держали меня. Так, сжигал мне кожу на спине. Блин, полечиться нечего. Об этом мешало мне обрести свободу. Пробуем еще раз. Сразу же удар. Покорился смиренному Джесси Уильямсону. Покорился. Ты помнишь, как все было? Вы с Бухарем держали меня. Так, сжигал мне кожу на спине. Память об этом. Мне обрести свободу. Ну, давай, кали его уже быстрее. Спину. Че не по горлу, как обычно. По старинке. Все. Мини-босс, короче. Я вижу. Хоть зрение вернули адекватное. Теперь мне виден путь. Да, мне тоже. Покойся с миром, Джесси. Мне кажется, этот Джесси был задротом в школе. Да. Да, все. И без тебя бы не вышло. Да. Приятно снова побродить по Одищу. Но я так скажу. Махать лопатой и полоть грядки тоже, в общем-то, неплохие занятия. Но Джесси нет. Сколько их осталось? В смысле тех, кого мы знали? Никого. Никого не осталось. Черт, мне жаль, старик. Да. Мне тоже. Пошли. Пора сматываться. Да. Все, по идее, с упокоителями история закончена. Больше, я думаю, их не будет уже.
Может, там один лагерь какой-нибудь случайный попадется, но не факт. Ну, мы с тобой, в общем, уже пару лет не общались. Просто я думал, что раз с тобой там моя Элизабет, нет смысла мне лишний раз тебе по ушам ездить. Пердеда накрыло, что. А потом, когда начался этот ад на земле, я решил, что тебя нет. Или тебе насрать. Извини за грубость. Вот потому я и пришел. Я ж до сих пор не знаю. Надеюсь, ты есть. Надеюсь, есть высшая цель для всего этого дерьма. Вот и все. Мы с тобой еще поговорим. О, аминь. Дик? Да, Рики сказала, что ты можешь быть здесь. О, ну, у меня просто колени больные. Поэтому я столько лет не молился. Я не из тех, кто ходит в церковь. Даже после того, что пережил в Кэмп Шермане. Но теперь, после всего этого, я подумал, что, может быть, уже и пора. У меня не было выбора, Майк. О, у нас у всех есть выбор, Дик. Пока мы не умрем. Мы или они? Да всегда мы или они. Всегда. Почему все катится к черту? Просто надо понять, что мы – это каждый живой человек, кроме тех, кто ходит в засранных штанах и жрет людей. Нет, ты знаешь, нравится тебе или нет, но таков наш мир. Да, что делать? Молитвами его не изменишь. Ты можешь мечтать о другом мире, но это будут просто мечты. Мечты тут вообще ни при чем. Мы сами творим этот мир своими поступками. Все мы. Я его отпустил. Шиза. Шиза отпустил. Вот балбес. Честного суда все равно бы не вышло. Ты его отпустил? Велел ехать и не возвращаться. Господи, Майк, ты хоть понимаешь, что ты натворил? Да. Предотвратил убийство. И знаешь что, мне от этого легче. Когда Шиза сейчас банду себе соберет, и потом его еще убивать в любом случае придется. Всякие картинки пооткрывались и так далее. Я просто задумался. Так, у нас по-прежнему у Железного Майка 2-й уровень. Ничего не сделать. Давай мы заправим байк, починим его. Ну, по стандарту. Здрасте. Работы нет. Купишь что-нибудь? Бас, Естественно. как дела? Где мой гаечный ключ? Если вспомнишь, что Полный нужно, баг. приходи. Еще увидимся. Портировали мне мотоцикл. Дик, давно не Эй, я слышала. Понимаешь, о чем? Ну, о том, что ты для нас сделал, как ты всех упокоителей. Я знаю, что тебе пришлось. В смысле, ну как еще их можно было остановить? Да, слушай, Блэр, мне пришлось это сделать, но
Я этим не горжусь, понимаешь? Это мы же... Понимаешь, они наступали. Да, да, понимаю. Закончить этот Не разговор. нужно передо мной оправдываться. Бесполезно. Эй, заходи почаще. Что у нас еще можно тут сделать? Мгм. Можно, в общем, опять съездить с камнем поговорить и получить немного халявного опыта, пропустив разговор. Давай мы тогда, короче, съездим вот сюда, быстрый переход. Надеюсь, мне с байком хоть портанут-то. Да. Заправляем байк и едем на указанную точку. Открывайте! Это Дикон! Пустите! Пришел этот намат и вывалил на стол целую связку ушей фриков. Несколько десятков, не меньше. Ты же Дикон, да? Как дела, Зенни? Заправка. Хорошо. Возвращайся. Сейчас мы с камнем быстренько поговорим. И потом портируемся обратно в лагерь Майка. Да, погоди, сейчас. Дик, ты меня слышишь? Да, Бухарь, что такое? Я просто хотел сказать спасибо за пса. Да ерунда, брат, он сам за мной пошел. От него было не отвязаться. Что Ой, мне да было ладно. делать? Эй, слезь с меня. Давай, ну-ка. Сам за тобой пошел. Ну, слушай, я назвал его Джеком. Мне целого оленя Джека пришлось одобрил. убить, чтобы собака это хоть как-то выползла. Потому я так и назвал. Ладно, тише, тише, парень. Все, хватит. Ладно, Дик, я пойду. Конец связи. Обращайся. Отличный диалог. Ну да, я, пожалуй, тут остановлюсь. Ладно. Бухарь, Может быть, что-то слушай, будет короче, ты не полезного поверишь. тут. Что такое, Дик? Железный Майк его просто отпустил. Кого отпустил? Шиза. Вот так, запросто. Типа, бери байк и катись отсюда на все 4 стороны. Ты слышал, что я сказал? Да, я все слышал, но просто... Джесси, все эти упокоители, может... Не знаю, может, хватит с меня уже убийств? Я тебе говорю, быть фермером не так уж плохо. Дик? Да, Бухарь, ладно. Ты уже второй, кто мне это говорит. Мне пора, конец связи. Что-то Бухаря не понять. То ему нравится вспомнить, как в водище бегать, то ему уже не нравится. Он бы хотел фермером поработать. Это Да. Такер. Ты Понятно. здесь? Вспомнил. Такер? Да, я здесь. Небось, работу мне придумала. Ладно, я заеду. Конец связи. Давай мы сейчас с камнем потрещим, потом Привет. Кади Такер Это поедем. снова я. Знаю, я уже давно тебя не навещал. Просто... В общем, мы... Пропускаем снова диалог, он столкнулись с просто будет упокоителями. сейчас говорить Дик, дела как будет минувших время? дней. Заскочи в лагерь. Надо поговорить. Угу. Мне прям наваливают куча побочек. Привет, Рики. Да, хорошо, заеду. Конец связи. Все, сейчас просто телепортами будем перемещаться между побочными заданиями. Ага. Все. Чик. Берем задание. Все равно денег уже полно вполне, чтобы кататься, я не знаю, точнее не кататься наоборот, а просто портироваться по карте и заправляться. Открывайте. Мне по большому счету-то надо только винтовку снайперскую купить, чтобы она была всегда в доступе. Дикон? Как дела, Зенни? А когда-нибудь топлива вообще не останется. Угу. У вас-то его не останется. Увидимся. Что нужно? Так. Дик, у меня для тебя работа. Угу. Работа, естественно.
Ну, также, в принципе, съездить, какой-нибудь лагерь зачистить. Эй, ну-ка берись за работу. Не ори. Как раз, блин. Как раз там, где камень был. Эй, как дела? Чё она так поздно позвонила? Ладно, тут ехать-то недолго. Жалко, еще к камню нельзя портироваться. Сент-Джон, я открою. Это радио «Свободный Орегон». Пошел ты со своим свободным Орегоном. Борьба с терроризмом. Глобальное потепление. Все это уже не важно, потому что Ну уж нет, я не буду слушать этот бред. Сейчас будем ветку открывать, которая у нас... одна обилка там есть, которая позволяет больше ресурсов с собой носить. Это пригодится для уничтожения Орды. Так что сейчас будем вкладываться в ту ветку. Здесь должно быть это лагерь Уиллера. Внутрь пойду пешком. Я ж тут 1000 раз ездил. Да никакого лагеря я тут не видел. А, все понятно. Уиллер. Вот он, сволочь. А снайпер где? По-моему, снайпер наверху. Или это дождик так? Да, мне показалось. Снайпера тут нет. Ну и поехали, что тут? 5-6 человек. Ну лезь уже. Бегай. Он просто побегать вышел. Где? Ага. Карманные часы надо взять. А я убил, да, кого надо? Ну, там, последний. И все. А нет, еще не все. Последний остался вот этот. Да все, он подох. Беру. И такое в сундуке. Патроны. Ага. 49 патронов на них на всех ушло. Карманные часы. Вот они. И аптечка. Неплохо. Сейчас мы даже к лагерю не поедем, мы сразу же портируемся просто. Экономим время. Сколько аптечек у этих ребят. Что-то еще возле него валяется. Ну, не знаю. Так, все. Телепорт. Чик. А, переход невозможен, байк далеко. Я же видел, я вот здесь сидел, видел этот ссаный капкан, я совсем про него забыл. Бывает. Быстрый переход. Сейчас мы быстренько с этими побочками раскидаемся и возьмем сюжет задания. Это радио «Свободный Орегон». Эй, Правда это Дик. освобождает. Не сегодня, Коуп. Вот пристал У меня он нет со желания своим- слушать твой трёп. Пришел этот Пристал со своим Орегоном. целую связку ушей фриков. Несколько десятков. Сиди, мужик. Дикон? Эй, Зенни. Заправляемся. $100 Толку всего. меньше. Возвращайся. $100 всего это дело. Удовольствие стоило. Я могу помочь? Сдать работу. Такер. С ним все. Хорошо. Теперь Ну, у него однообразные теперь задания. А доверие 3-го уровня мне так и не дали. Дрова рубить. Тебе нравится? Так.
поехать к указанной точке. Телепорт, естественно, телепорт. Сейчас у Рики возьмем побочку. Ну там тоже, скорее всего, лагерь просто номадов зачистить, да и все. Сейчас упокоителей даже не встречается. А тут снег идет. Ворота, кто-то пришел. Ага, открывайте. Это же Дикон. Снег идет. Скоро у нас тоже снег пойдет, уже сентябрь месяц на носу. Купишь что-нибудь? Как дела, Бас? Хочешь заправиться? Да. Черт, тебе нужны тонны топлива. Ну-ка не ори. Заходи позже, будет новый товар. Привет, Рики. Как дела? Пропускаем Митчелл и диалог. еще пара ребят были на... Пока оно там расскажет, что мне делать. Кого убивать, ехать. Есть охрененные товары. Так, ищем по карте. Вот сюда. Выбор работы. Эй, Бас. Бля, ну тут... Вот выезд с этой стороны лагеря очень неудобный. Все как-то тут через жопу. А мне ведь раньше нравилось на природе. Мы с мужем каждый год. Кстати, вот эта вышка слева тоже горела. Давай сейчас напрямки попробуем. Главное в сосну какую-нибудь не впилиться. По воде проеду. Нормально, не глубоко. Куда-то наверх даже. Да, за этим холмом получается. Это лагерь знакомый. Да, я тут был. Причем пару раз я его уже зачищал. Дяги, твою мать! Они меня поджидали. А где они меня поджидали? Вот это? Один, что ли? А где друзья твои? Они, если меня поджидали, значит, они где-то ставили растяжку. Но никого нет. Он меня зацепил! Глупая женщина. Может, по прямой где-то растяжка будет? Просто пройдем вперед. Все равно тут лагерь в сотни метрах. Надо не забыть заправиться. Хотя нет, я все равно портанусь отсюда. Я у Мелаква Лейк. Да, здесь целый лагерь. Да, 8 человек. Справишься с ними? Да, ну конечно. попробуем Отбой. не спалиться. Сначала только снайпера убить и все. Убиваем снайпера и потом начинаем шуметь. Лост Лейк и заправлять тут всем. Кучка убийц и воров. Снайпер все равно один, он особо ничего не делает. Ну все, пора зачистить лагерь. Все, остальные прибегут. Кстати, давай подберем. Тебе уже ни к чему. Тебе уже ни к чему. Давай, залезайте. Че, никого? Где ты прячешься, а? Он ранен! Ранение! А, чтоб с этой стороны не залезли. А так остальная фигня. Еще 3 человека. А, нет, еще парочка. 3 человека еще. А они там. Вон там 2. Это их больше, чем 3 человека. А, их 12 теперь. Есть. Забавно.
Надо ближе подходить. Черт! Я ранена! Подстрелили! Ранили! Он Ранили! бьет наших! У нас потери! Ну, лечись. Все. Хорошо, что они стрелять не начали, пока я тут кнопки путал. Уходим отсюда. Назад! Огонь! Огонь! Так, 3 человека осталось. 2 человека осталось. Он просто побегать вышел. Зачем он полез? Балбец, что ли, совсем? Вот так. Еще немного надо для доверия в лагере. Теперь надо только сообщить Рики. Рики, все готово. Я зачистил лагерь к северу от Милаква-Лейк. Спасибо, Дик. Я передам Майку. Скажи Митчеллу, что может снова играть на улице. Он еще мальчишка, Дик. Именно. Если он хочет стать взрослым, пусть учится держать в руках оружие. Да, ты прав. Я им займусь. Спасибо, Дик. Кстати, перекатами по воде, по-моему, чуть побыстрее получается передвигаться. Все. Да даже я байк заправлять не буду, мы просто портируемся сразу же в лагерь. Кататься по карте, выполнять побочные задания, на это, блин, куча времени просто уйдет. Вот именно потому, что ты катаешься. Да, это более бесплатно. Ну, не так дорого обойдется. Ну, здесь можно канистру схватить, заправить ее. Не вижу смысла. Ну, просто 3 минуты обойдется, ну там, не знаю, $200 все равно. Байк заправлять, чинить, патроны покупать. Стандартный расклад. Сейчас уже, в принципе, уже пободрее можно. Без всяких стелсов. Просто в лагерь влетаешь, всех разносишь с автомата. Откройте ворота. Рада, что ты еще жив. Так, давай. Дикон, рада видеть. По стандарту Привет. закупаемся Как торговля патронами. оружием? Отлично. Винтовочные патроны. Я вот жду, чтобы вот эту снайперку взять. Она хорошая. Ага. Я же ее не могу покупать. Ищешь что-то необычное? Мне еще надо 3000 Ладно. очков уровня доверия в этом лагере. Эй, заходи почаще. Мы скучаем. Рад тебя Квест ей видеть. не надо сдавать. Как Они дела, просто Бас? созвонились и все. Над байком точно нужно поработать. Давай, и байк, и заправить, Сейчас все будет. и ремонт. Я все сделаю. Вот Лады. все. 3 минуты. Если Ну, что, я немножко денег, как бы. Я уже прилично заработал денег, так что можно не париться. Просто телепортом перемещаться так быстрее. Первый фрик. Я была на работе, как выяснил. Нет, вот это сцепление. Слушай, да знаю я, где сцепление. Я не поняла, тебя учить или нет? Да, но про сцепление я знаю. Ну ладно, хорошо. Тогда давай сама пробуй. Ладно. Всё, флешбеки, как он же научил кататься. Эй, эй, эй! Слышь, здесь не паркуются! Да я приехал Это за частная своей... территория. Давай, короче, дуй отсюда. Ну? Ладно. Быстрей. Ага. Он издевается над ним. Вообще-то, знаешь что? Я, пожалуй, здесь подожду. Честно, постараюсь не мешать тебе работать пугалом.
Это офицер Мур. Пришлите ребят к воротам. Слышь, придурок, это запретная зона. Сказал же, Приколист. вали отсюда. Короче. Эй, ты, а ну стоять! Я сказал, уезжай. Я пытаюсь донести. Я приехал Ты, за... козел, читать не умеешь. Вот, блин, ты смотри, а Я не имею заметил. право применить оружие. Да, ну спасибо, что предупредил. Милая машинка. Эй, что происходит? Простите, мисс Всё в Уитакер, порядке, вы знаете Джим. этого козла? Да, он со мной, он со мной. Простите, мэм, я Поехали, не Дик. знал. Все в порядке, честно, я извиняюсь. А чё, у этого охранника прям те, кто подошел ближе, чем на 3 метра к вот этому великому забору огонь на поражение, что ли, открывать сразу же? Вот у них такое распоряжение. Кто не хочет уходить, стрелять сразу. Что за хрен вообще? Надо же. И, кстати, Джим, Дикон, это не я с ней, это она со мной. не свались. Почему ты все время так делаешь? Как? Ведешь себя как козел. Слушай, он первый начал. Здорово, Олег. Тебе что, 5 лет? Аккуратней переключай. Надо давать достаточно топлива. Повышай обороты. Я поняла. Да, я слышу. Куда мы едем? К плотине. Приятная, спокойная дорога, да? Ну никогда ты за рулем. На сегодня все в силе? Ты говорил, можешь быть занят. А, черт, да! Бухарь с парнями хотят сгонять в окружную тюрьму. Навестить Джека. То есть ты меня продинамишь, чтобы повидать какого-то уголовника? Он не какой-то уголовник. Я знаю, знаю. Я пошутила. Здорово, Тостер, что ты тоже отработал? Руль вправо! Черт! О боже, чуть не разбились. Баба за рулем, как обезьяна с гранатой. Господи, ну почему каждый раз, как я сяду на твой байк, нас норовит сбить какой-нибудь урод на фуре? Охренеть. Не-не-не, спокойно, ты молодец, молодец. Я- Другой бы на твоем месте запаниковал, ушел бы в занос и угробил. Вот Ну я все, чуть не валяйся, угробила, отдыхай. Да не, Я просто задумалась и отвлеклась, и... Все нормально, успокойся. Отдышись. А я не понял, о чем ты задумалась-то? Да так, просто всякое на работе, ерунда А. все. Работа. Я просто думал, может, увидела мою новую нашивку. Новую... Ты что, намат? Стой, ты ушел из клуба? Я не ушел из клуба, я в жизни не уйду. Намат означает, ну, что я буду меньше участвовать в их делах. Я ведь тебя об этом не просила. Я знаю, знаю. А если бы и попросил, я бы сказал нет. Что, ехать-то готово? Да, в смысле нет, но куда деваться-то? Так, Спасибо, что спасла мне жизнь. ну это всегда пожалуйста. Эй, а сцепление? Знаю я про сцепление. Ну, ладно, а еще? Дикон. Интересно, гаишники Как не думаешь, прессуют то, что они без шлема? твои родители приедут? На свадьбу? Не знаю. Просто я думал, если я выйду из клуба, Мне кажется, им будет все равно, Дикон. ну ты им хоть На Мираж скажешь? я тоже не вижу на мотоцикле. Ну, если хочешь. Но я не собираюсь меняться сама или менять тебя, только чтобы порадовать моих снобов-родителей. Да, Ладно. номеров нет. Осторожно! Да, вижу. Они не к вашей лаборатории поехали? Вот черт. Давай к лаборатории. А твои из клуба? Кто-нибудь из них приедет или они на тебя в обиде? Не знаю. Я думаю, никто из них уже давно не бывал в церкви. Чика Тем газку более, поддает, ты же не сцепление хочешь, чтобы прожимает. перед часовней выстроилось 27 Харлеев. Правда, рука у меня немножко сквозь Знаешь, ручку по правде проваливается. говоря, хочу. Ну ладно. Вон, херак. Ладонь прям через ручку газа провалилась. Это 3-й раз подряд. Тут пахнет аммиаком Акопяном. Это точно. Симсалабимами всякими. Что там такое? Не знаю.
Мисс Уитакер? Да? Вас искал шеф, что-то срочно. Вечно срочно. Да, я уже иду. Понял. Надо бежать. Эй, стой. Прости. Ничего, наверное, просто пожарная тревога сработала. Я понял. Ну, не пуха. Хотя, по сути, вот в этот момент уже что-то произошло. У них там в этом институте, что, собственно, и повлекло возражение всех там фриков и так далее. Ну, Umbrella, Resident Evil, все вот это. Мы сейчас туда же поедем, в этот институт, но только там все раздолбано уже. Эдди, ну извини. Забей. Эдди. Забей, Рики. Извини. Я думаю, что они все-таки лесбиянки. Допуск. О'Брайен, Хотя одна это Дик подкатывала ко ответь. мне. Ну, Дик. О'Брайен, это... Да возьми ты уже рацию, падла! Сент-Джон, не ожидал тебя услышать. Да я сам в шоке. Слушай, короче, когда вы все валили, ты сказал, вы не берете гражданских. Только персонал Неро, федералов, людей с допуском. Так, нет, заткнись и слушай меня. Сара, моя жена, у нее был допуск. На ней был бейдж с именем, когда я посадил ее в вертолет. Так, нет, давай ты просто посмотришь. Сара Ирен Уитакер работала в Кловердейле. У нее был федеральный допуск. Она вела исследования какие-то фармацевтические. Да хер знает, что она делала. Понял, я поищу. Поищи. Да, О'Брайен, не забудь, ты мне должен. Да, конец связи. Я думал, с Брайаном эта линейка закончилась. Вот как раз недостающие 3000 опыта, да, по-моему? А нет. Первый фрик. Очко. Давай вот эту линейку будем открывать. Что мне надо? Вот это, да, по-моему? Максимальное количество сырья. Так, при использовании взгляда значки дольше. Показ растений на мирной карте. Значки дольше. В принципе, вообще вся эта линейка мне уже ветка это не нужна. Это так, чисто для прикола. Все, что надо, я уже прокачал. Увеличение дальности взгляда следопыта, уменьшение шума при движении и падениях. Вот это вот будет нужно. Возможность собирать вдвое больше растений. Растения бесполезняк Когда я вообще. впервые наткнулся на фрика, чуть не обосрался. Чё, кто там обосрался? Сент-Джон, это О'Брайен. О'Брайен, что у тебя? Нам надо встретиться. О, господи, О'Брайен, ты можешь просто мне сказать, что нашел? Она жива или нет? Сейчас я открою Я ворота. хочу кое-что тебе передать. О'Брайен. Координаты я тебе скинул. Встретимся там. Конец связи. Хорошо. О'Брайен. Что он там хочет мне передать? Других же миссий нету? Нету. Ждем, пока он перекинет какие-то координаты. Дик, тебя ищет Майк. Он сказал. Бухарь, слушай, скажи ему, я скоро буду. Мне нужно... Помнишь, я тебе рассказывал, когда Сара погибла, а Неро драпали? Я тут пока В общем, покатаюсь. они взяли с собой только своих федералов и тех, у кого был федеральный допуск. Дик, ты это вообще сейчас к чему? Короче, может, я зря трачу время, но надо кое-что выяснить. Конец связи. Он так разговаривает, как будто бежит от кого-то. Чё там, координаты где? Вот, наконец-то. Он? Да. Встретиться с О'Брайеном. Всё, поехали. 10 тысяч лет Что за соображали. информация, О'Брайен? Что ты можешь мне сказать такого, чтобы стоило выслушать? Ну, как раз я сейчас в этот институт и поеду, по-моему. Дик, Или где-то слышишь? рядом. Это Лост Лейк, прием. Что такое, Майк? Ты разобрался с лагерем номадов к северу от Милаква Лейк? Ну, Да, они было нас дело. больше не потревожат. Слушай, Майк, тот парень, Митчелл, не стоит ему пока что ходить на вылазки. Рано ему еще. Ладно, с этим я разберусь. Спасибо, Дик, конец связи. Снайпер. Да там снайпер! Тихо. Сейчас мы его сделаем. Чтобы мне потом он не мешал. Его надо чуть-чуть ёбнуть. Привет.
опять мне Где работу он? подкинешь? Ладно, заскочу. Конец связи. Вот эта сучка. Не меньше, да? У нас потери! Потери! Потери. Еще мелкие, я смотрю, шакалы за мной бегают. Всё? Кретин. Я косяк убил дверной. Так, ну, малой, ну что ты тут делаешь? Ничего себе. Вот это нихуя. Вот это нихуя себе. Да и все, по-моему. Тут только шакалов этих мелких стрелять и все. Зато нет снайпера. Если бы я чуть-чуть здесь притормозил, он бы меня снес. Ну, если бы я поехал там второй раз. Когда-нибудь, так или иначе, он в тебя попадет. Один раз удрал, второй вряд ли получится. Кстати, что там еще какие-то побочки открылись? Вот одна. Но нам все равно туда ехать. В лагерь я потом портанусь. Там побочка-то, наверное, опять на 3 минуты. Твою мать. О, охренеть. Ну Ладно, да. посмотрим, что тут. Такой резкий обрыв. Сократил бы сейчас, как следует. Поехал бы заново. Опять стелс-миссия с Неро. Ну давай. Какого хрена? Я нашел тех, кому могу доверять. Тех, кого это все не устраивает, как и меня. Я тебе зачем? Вот, посмотри. Ты был прав насчет жены. Где ты это взял? Когда шла эвакуация, Уровень брали только допуска. сотрудников НЕРа, федералов. Так вот, у Сары Рен Уитакер был 4-й уровень допуска. Уровень допуска. Она улетела на базу разведки. Возле Форт-Рок. Отведи меня. Нет. Нет? Я же тебя подбросил. Мы вроде друганы. Базы нет. Что? Год назад. Местное ополчение. Ополчение? Ну и где их лагерь? Мы не знаем. Что-то, куда его баба не приедет, вечно этот лагерь разрушают. Может быть, дело в ней, я не знаю. Ее надо, может быть, изолировать, чтобы все лагеря остались целыми. Как вы можете не знать? У вас же вертолеты, Где-то спутники. рядом с Крейтер-Лейк. Но туда нельзя лететь, ясно? Там блокпосты, ракеты, гранатометы. Крейтер-Лейк. Крейтер-Лейк. Знаешь, чем мы здесь занимаемся? Мы изучаем эволюцию зараженных. Она идет вовсю. Сейчас мы в аду. А дальше будет хуже. Намного хуже. Почему? Типа все фрики эволюционируют и будет немножко жопка. Да хватит этой биркой трясти. 3000 опыта, хорошо. Что-то еще надо. Проехать к указанной точке зачем? Просто тут четверть карты пилить. Чтобы диалог посмотреть. И потом обратно. Надо еще с камнем опять съездить, потрещать. Твою мать. Эти побочки надо делать, к сожалению. Ребята, открывайте. Рад снова тебя видеть. Тут пришел этот намат и вывалил на стол целую связку шейфриков. Несколько десятков. За байком своим пришел, да?
Что интересно, они с этими ушами фриков делают. Вот, допустим, ты взял и Нужно прокачать. замочил там, я не знаю, 50 фриков. Как они говорят, вывалил на стол целую связку ушей фриков. А дальше-то что? Причем сдаешь эти уши в столовую. Ну, на кухню. А нет, трофеи. Трофеи отдаешь. Что они потом с ними делают? Жарят их, жрут. Иди ты к черту, Брайан, мне Пивасиком. наплевать на все это. Бухарь! Бухарь, ответь! Да, Дик. Слушай, тут такое дело. Год назад мы с Майком, мы хотели поехать на юг, но перевал Сантиам был закрыт. А он сказал, что знает другой путь. Дик, Майк сейчас не особо нами с тобой доволен. О, Орда. Да ты просто послушай меня, ты помнишь, что он сказал? Майк-то? Да, он хвастался, что знает тут все козьи тропы на сотни миль, сказал. Есть дорога, которая идет вокруг горы Тилсон, кажется, гора Тилсон, или как-то так. Тилсон, да. Точно, перевал Тилсон. Да, только нахрена тебе... Стоп. Неру. Черт. Ты поговорил? Она жива. Сара жива. Так, эти ребята у нас... Слушай меня, а Брайан, короче, он наш... Камень сам запустился. Причем на большом расстоянии. Имя зачирикает. Наверное, нет смысла что-то говорить, ведь я теперь знаю, что ты не погибла, просто уже привычка. Просто я приходил сюда и разговаривал с тобой, и только благодаря этому я и не спятил. Так что, короче, спасибо. Так, ну, ладно. Все, наконец-то меня избавят от этих побочных заданий в углу карты. Это будет последнее. Снял кольцо, одел кольцо, потом снял опять. Странный он. Может быть, он дебил. Так. Давай мы сейчас быстро портуемся в лагерь. Выполняем вот эту побочку. Где лагерь сам? Блин, его закрыли, серьезно. Вот. О, быстрый переход, все. Сейчас Рики опять мне навалит какую-то зачистку лагеря. %4 у меня осталось. То есть я съездил в одну сторону и в другую сторону. Эй, открывайте. Это же дико. Это радио «Свободный Орегон». Правда Нет. освобождает. Мне не нужно радио. Коуп, заткнись уже. Так, патроны же я не тратил. Дикон Сент-Джон, как дела? Да. Как дела, Баз? $300 Ну стоит. да, всё. ладно. Заходи позже, будет новый товар. Дик, нам очень нужна твоя помощь. Ну, естественно. Привет, что так? Так, пустить его на ужин, да? Найти байк Джереми. Ну давай быстрее. Есть охрененные товары. Мне осталось Бас. 3000 все равно собрать опыта, и тогда мы сможем качнуть. И байк качнуть, и снайперку взять хорошую. И по идее все. В том лагере мне больше ничего не интересно. Тут сейчас опять, скорее всего, Дай-ка я открою. зачистка лагеря будет. Сначала поиск какого-то определенного предмета, по следам пройти, тудым-сюдым. Тут понюхать
здесь поглядеть. И потом перестрелять всех. И можно домой идти. Иди ты к черту, О'Брайен. Мне наплевать на все это. Бухарь! Бухарь, ответь! Да, Дик. Повторяется диалог. Слушай, тут такое дело. Год назад мы с Майком... Мы хотели поехать на юг, но перевал Сантиам был закрыт. А он... И прервался, чтобы потом опять заново начаться. Или что это? Пожизненно должен этот диалог слушать. Вон там уже кто-то ходит. Ходят они тут. Эй, Рики, а где именно эта ферма? Сейчас мы их стрелять и будем. Прямо напротив моста, который ведет на ферму. Это получается слева. Так, погоди, ты имеешь в виду ферму Лост Лейк? Понял, понял, конец связи. Понял, принял. Так, это, видимо, он. Ну, нам обратно в город надо будет. Ага, кончилось горючее. Он взял канистру. Куда ж ты делся, Джереми? Черт. Ну, в город он пошел. Канистра, скорее всего, пустая Рики, оказалась. Я нашел его байк. А его нет? Нет, похоже, он отправился в Кэмп Шерман. Господи, Дик. А давай-ка мы... Он, небось, на заправке. Выуживает из торгового автомата шоколадные Мы батончики. на мотоцикле доедем. А то, если ты далеко от своего мотоциклика находишься, то этот, как у тебя телепорт не работает. Ну, в лагерь надо идти. Я бы мог этих гавриков через мост перестрелять всех со снайперки. Но могут не засчитать пройденную миссию. Вот и заправка. Ты где, парень? Эй, парень. Ну там эти шакалы. Что? Что? Кто? Здрасте. Вперед! Прикрываю! Давай! Наконец. Убили. Кого убили? О, плохо дела. Я Орду приманил, но они сначала там всех перебьют. Все, порядок. Давай-ка мы быстренько сохранимся. Сейчас Орда там всех перегрызет. И мы потом тихонечко на цыпочках поищем, что мне надо. Сейчас толпа уйдет. Ну, может, 2-3 человека останется и все. Откуда она прибежала тогда, эта толпа? Все, они сваливают. Людей точно больше нету. Они всех перегрызли. Просто надо выждать момент и спокойненько взять и это, искать потом что-то. Кстати, а искать-то надо вот тут. Он в домике сидит, если выследить. Это мы возьмем. Но дальше надо в город идти. Баба валяется дохлая. Может, она спит, я не знаю. Не будем мешать. Прям что-то здесь надо взять. Все, фрики свалили. Вон там где-то точка. Чё, он на небе где-то? Бля. Походу ночь наступила, и они обратно просто возвращаются.
По-тихому попробуем обойти. Они должны мимо просто. Тихо. Все, хана, толпа за мной. Да-да-да. Давай быстрее. Может, мы ее хотя бы уведем откуда-нибудь, чтобы она мне не мешала. Поехали куда-нибудь вот в эту сторону. Кстати, у них тут же лагерь есть. Пускай стреляет. Вот так. Эй, это Дик. Это я всего лишь. Кукурузу они свою, естественно, будут лучше защищать. Я открою. Трофей. Вот было бы интересно сюда бы толпу притащить. Посмотреть, как они справятся. Патроны-то у них, естественно, бесконечные. Ну, толпа, жалко, за мной не побежит. Скорее всего. Либо надо это как-то аккуратно делать. Ну все, их нет. Правда, я сам не знаю, что я ищу. Найти и спасти. О, еще. Еще люди. Тут уже, наверное, провокация толпы не получится. По нам стреляют! Конечно, стреляет. Вы же дебилы. Все? Ну что, сволочи, это уже все? Еще кто-то должен быть. Нет. По крайней мере, люди закончились. А зона поиска у нас вот тут. О, то, что нужно. Вот, а теперь по скрипту я должен сюда пройти, все посмотреть. Людей встретить. Вот этих. Перестрелять их. Не привлекая толпы. Еще кровь. Дальше идем. И все. Почему-то следы обрываются. На небо показывает. Я уже тут был, чистил эти гнезда все. Все заранее. Ну так и чего, где искать-то, я не пойму. Кругами что-то бегаю. Ой, блин. Вроде как ушел из зоны поисков. Вообще, по-моему, запутался. Хер знает, в какую сторону идти. 30 метров, 28. Все, пропал значок. Я снова от него удаляюсь. Здесь мы были, это не то. Ну, какие-то точки тут.
Угу. Вот здесь примерно, кстати, я его след и потерял. Угас. Ну, херня, короче, разная. Ну да, естественно, его на кухне нет. Давай мы метку прям вот тут поставим. Что-то дичь какая-то. Она просто мне в разных местах все показывает. Мне это чем-то напоминает карту Киберпанк. Вот что это такое? Он мне 42 показывает на дереве и все. Что мне на дерево надо залезть? Такое ощущение, что что-то я не осмотрел. Да нет. Он мне обратно, падла, вернул почему-то, но... Где-то этот стервец должен быть в городе. Это понятно. Но... Так-то понятие растяжимое. Мистер, эй, я здесь, я здесь! Так, держись, парень, я иду! Где он? До этого, главное, сидел, молчал, пока я просто рандомную дверь не дернул. И все, и он заткнулся. Я, говорит, здесь. Это он? Мистер Сент-Джон! Да слава богу! Слава богу! Просто Дик, ладно? Они хотели, они собирались меня разрубить и потом съесть! О, господи. Короче, ты сам доберешься, бери канистру и дуй обратно в лагерь, понял? Да, сэр. Какой да, тебе сэр. Нахрен, сэр? Я Дикон. Да, сэр, ага, спасибо, сэр. Ну, за него немного доверия дадут. Но опыта неплохо. Блин, чуть-чуть вообще не хватает. Все, отсюда можно портироваться. С камнем, слава богу, задания закончились. Сейчас повеселее хоть пойдет дело. Давай, возвращаемся к байку. Портируемся обратно в лагерь. На этом будем заканчивать. Просто я не успею уже следующую миссию пройти. Сейчас пока там эти катсцены и так далее, это много времени займет. Все, телепорт. Телепорт прямо в лагерь. Оп, оп, все. Заправляемся, как обычно. Патронов надо докупить. Чтобы открывайте. Уже сразу же начинать на следующем стриме. Как оно? Привет. Как поживает лучший охотник за головами? Отлично. Блэр, отлично выглядишь. Ага. Все. Ага. Все, что надо, я взял. Заправляем Заходи байк. почаще. У меня уже почти 20 тысяч в этом лагере. Купишь что-нибудь? Бас. Ну все. Много топлива жрет, да? Лады. Все. Попали. Значит, я Если заправился. что, я здесь. И потом только нам запустить
задание сюжетное. Все остальное по карте уже сделано. Будем на этом завершать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все, всем удачи и пока.